Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, хәерле көн, бәйгеселәр, онлайн тамашасылар, фестиваль кунаклары. Һеҙҙең барығыҙҙы ла халҡыбыҙҙың изге йола байрамдарының береһе булған Туй йолаһы фестиваленә йыйылыуығыҙ менән ихлас күңелдән тәбрикләйбеҙ. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на открытом обрядовом празднике Туй-Юлаха. Современные реалии диктуют нам свои условия. Мы вынуждены проводить фестиваль в онлайн-формате. Но это открывает новые возможности как для организаторов, так и для участников. В нынешнем году мы получили рекордное количество заявок – 83 работы. Пришлось просмотреть членам жюри. Среди них были представлены свадебные обряды 7 народностей, проживающих в нашей республике. Башкиры, русские, татары, марийцы, украинцы, мордва и чуваши. Әйе, күп милләтле республикам йолаларга бай. Һәр кешенең яҙмышы нәҡ туй йолаһы менән бәйле. Беҙҙең бурыс ошо йолаларҙы һаҡлау, уны быуындарҙан быуындарға еткереү, сөнки тамырҙарыбыҙ тарихи төпкөлөндә. Рух көсө, рухи көс халыҡ хәтерендә. Для приветствия участников открытого обрядового фестиваля Туй-Юлаха слово предоставляется начальнику отдела культуры и молодежной политики муниципального района Шаранский район Артему Витальевичу Сидорову. Рахмет. Һаумыһығыҙ, ҡәҙерле жюри ағзалары, конкурсанттарыбыҙ һәм дә инде безнең интернет селтәрләренән ҡараусы тамашасыларыбыҙ. Туй-Юлаһы Васыҡ йола фестивале Шаран районында 2018 йылдан башлап үткәрелә. Был сарала республиканың, Рәсәйҙең төрлө төбәктәренән киткән 3 коллектив ҡатнаша. Добрый день, уважаемые жюри, наши конкурсанты. Мы рады приветствовать вас на втором открытом обрядовом фестивале Туй-Юлаха. Мы очень рады, что данный фестиваль проходит на территории именно нашего района. И открытый обрядовый фестиваль Туй-Юласы является брендовым фестивалем нашего района. Благодаря этому фестивалю наш район узнают не только в нашей республике, но и в ближайших регионах Российской Федерации. Я хочу пожелать нашим коллективам, конкурсантам, руководителям коллективов удачи и плодотворной работы составу жюри. Спасибо. Котлаударығыҙ өсөн, изге теләктәрегеҙ өсөн ҙур рәхмәт, Артем Витальевич. Для торжественного открытия открытого обрядового фестиваля Туй-Юлаха слово предоставляется доктору филологических наук, кавалеру ордена Салавата Юлаева, главному научному сотруднику ордена Знака почета Института истории языка и литературы, Уфимского научного центра Российской академии наук, заслуженному работнику культуры Республики Башкортостан, председателю жюри Розалии Асфандияровне Султангареевой. Рәхмәт. Изге йома көне ҡотло булһын. Изге башланғыстарыбыҙҙың артабанғы юлдары асыҡ булһын. Бик күп һанлы конкурстарыбыҙҙың араһында үҙенең яҡтылығы, матурлығы, ҡатмарлығы һәм мөхәббәт, яратыу, бер-береңде ҡәҙер итеү, ата-инәләрҙе ҡәҙер итеү, халҡыңды ҡәҙер итеү һәм яратыуҙы көсәйткән иң гүзәл конкурсыбыҙҙың башланыуы һәм дауам итеүе бик мәртәбәле күренеш. Ҡотлайым ошо тамаша менән һәм уны асып ебәреүгә ысынлап та шатмын. Дорогие друзья, дорогие наши конкурсанты, дорогие все те, кто сейчас смотрит и неравнодушен к духовной культуре общества, я вас поздравляю от имени представительного жюри и желаю самых лучших эмоций, откровений. Туй у башкир в европейском языке, в самых древних языках означает новое рождение. Оно так и расшифровывается. А значит, рождается новая семья, новый мир, новые любовные отношения распространяют свою энергию на общество. И когда все ансамбли трудились над этим, они, сами того не осознавая, внесли огромнейший вклад в это непростое время, вклад любви, вклад откровений, чувств,
добрых ощущений, миролюбия, независимо от того, какой национальности принадлежала эта свадебная культура. И потому я считаю, что все конкурсанты, все ансамбли, все 83 ансамбля, они уже победители, потому что они сотворили очень большое добро. Сейчас общество очень сильно нуждается, каждый человек и общество в тепле, в любви, в понимании и согласии действий. А свадебный обряд как раз и заботится над этим. Свадебный обряд отвечает на вопросы, почему раньше не было разводов. Свадебный обряд отвечает на вопрос, почему люди раньше были теплее, дружественнее, дорожили родителями, пищей, костюмом, всеми теми богатствами, которые их передали предки заботливо для того, чтобы сохранять. Вот этот гениальный труд, самый прогрессивный труд и необходимый труд соблюдаете и продолжаете вы, дорогие наши конкурсанты. Примите наши, на самом деле, искренние поздравления. Мы получили огромное удовольствие, огромный урок для себя и очень интересное откровение, в каком состоянии не столько культура свадьбы, а культура людей, культура отношений. Что нам нужно еще? И мы вас поздравляем. И сегодня мы открываем уже заключительный тур этого конкурса. Будут просмотрены те ансамбли, которые прошли на этот конкурс. И каждый ансамбль, кто будет смотреть, получит для себя и остальные, я надеюсь, от компетентного жюри небольшие рекомендации и объяснения, почему и как получился тот или иной выход ансамбля. Всех вам благ, открытых дорог, изге сагатта, хайырли сагатта. Розалия Асфендияровна, большое вам спасибо за добрые слова и пожелания. Йыйылгандар, дустар, коштар һымак, һәр тарафтан талпынып, халкым хазинаһы, юла байрамдарын узгарайык диеп ашкынып. Шуныһы куаныслы, Туй-Юлаһы бәйгеһендә республикабыҙҙың төрлө район талларынан һәм күрше өлкәләрҙән видео яҙмаларын ебәреп, бәйгелә ҡатнашырға теләк белдереүселәр бихисап. Ә һәр бәйгенең кимәлен ике әйбер билдәләй: талантлы сағыу сығыштар һәм абруйлы ғәҙел баһалаусылар. И, дорогие друзья, разрешите нам представить вам членов жюри. Председатель жюри, доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра Российской академии наук, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева Розалия Асфендияровна Султангареева. Народный артист Республики Башкортостан, лауреат Государственной премии имени Салавата Юлаева Рифат Ихович Габитов. Автор проекта обрядового фестиваля Туй-Юлаһы, ведущий специалист по фольклору Республиканского центра народного творчества, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Гульгина Валитовна Баймурзина. Режиссер-постановщик Нефтекамской государственной филармонии, член Союза театральных деятелей Республики Башкортостан Редик Фирдаусович Ганеев. Главный специалист Удмуртского историко-культурного центра филиала Дома дружбы народов Республики Башкортостан Ирина Муллаяновна Самигулова. А также у нас самый главный — это поэт, сценарист, директор модельного многофункционального дома культуры, заслуженный работник культуры Республики Башкортостан Марс Мударисович Саидгалин. Хөрмәтле достар, без эшебездә бар коллективтарга уҙыр уңыштар теләйбез һәм әлбиттә һүҙҙе Розалия Асфендияровнаға бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Наш
А сейчас у нас небольшой технический перерыв. Небольшой. Так, Пожалуйста, коллеги. ваши. Ага.
Иногда есть моменты, когда они слова ждут реплики, например, а для актеров в большей степени до простоты. Хорошо, спасибо. Рифатович, пожалуйста. Вот наш уважаемый ведущий Марк Смоляревич сказал, что мы провели в этом несколько необычных условиях онлайн. Как мы помним, первый фестиваль, конкурс в 2018 году проходили именно на этой сцене, и наши участники воочию выступали перед жюри и перед зрителями. В этот раз получилось так, что они прислали нам свои видеозаписи. Но здесь я вижу не только недостатки, но и положительные стороны, поскольку они находятся у себя дома, они раскованы, да, ведь они в естественных условиях, они используют какие-то свои природные или там свои калитки, подводки и так далее, колодцы, которые им и близко и характерно для этой местности. И поэтому вот и с другой стороны и позволяет обеспечивать массовость, потому что когда куда-то надо выезжать коллективу, бывает иногда, кто не может, кто-то опоздал или заболел, все это бывает. Поэтому здесь они у себя дома могут использовать массу всех, кто хочет участвовать, хочет внести свою лепту, и кто знает свой фольклор, все наши уважаемые участники. Так, слово... Спасибо, Абдирилцы. Пожалуйста, слово вам, Валентина Валентиновна. Менә был видеоларда күрәбез 2018 елгы запись положение буенча туры килә, кайсы берәүләрнең сорау туырга мөмкин, шуңа әйтәм килә. Шундыктан 2018 еллардан төшерелгән бер видеоларны каранык. Менә бу конкурста Әбиялилдин фольклор ансамбле халык исемен йөртә, күбәләк биләкләре байым ягындагы юлларда сәхнәләштереп күрсәтәләр. Нимәһе менән кулланышлы? Бында яшь кызлар, менә шул хатын кызлар менән бер юлы өйрәнәләр, юланалар. Шуныһы менән яхшы постановка һәм әйтергә кирәк, менә был юлала тик хатын кызлар, килен төшерүгә тик хатын кызлар. Мин әйтәһем килә инде итәксеһенә, әгәр мөмкин булһа, Nagari, gari,
Настасьюшки души Ивановны госпожи. Ой, милая ты моя доченька, да на кого ж ты меня покинула? А кого ж я буду будить водою ключевою поить? А твои белые ножки не мой, батюшка, ты мой, свет кормилец дорогой, выручи меня, уж ты выкупи меня. Отдай за меня, отдай за меня, отдай сотню, отдай две, отдай 1000 рублей. Дитятка мое, дитятка мое, уж ты милое мое. Люди не такие, люди не такие, неразумные, нерассудливые, хотят от меня, все из терема тебя, из высокого тебя. А есть ли у этих дверей преддверник, а у ворот приворотник? И можно ли нам, честным людям, войти и нашего женишка Ивана Свет Петровича место дать ему? Здравствуйте, люди! Добрые, с чем пожаловали? Да вот, хотим место, чтобы нам дали для нашего женишка Ивана Свет Петровича. Так не пойдет. Мы с девицами приданое готовили? Готовили. Иголочки ломали? Ломали. Ниточки порвали? Порвали. А наперсточки потеряли? Потеряли. Давайте нам выкуп за приданое. Ах, вам еще и выкуп? Да-да-да. Ой, ну дай надо посоветоваться. Ну ж какие? Да. Понятно, какой товар. Вот вам булсы. Это вы невесту на место, а за девятую красоту. Ох, вам еще за девичью красоту. Да-да-да. Да. Ну, посоветуйте. Вот вам платочки шелковые. Жених Иван Свет Петрович сдает. Оцените. Хороший, кто у нас пригожий, розан, мой розан, виноград зеленый. Иван у нас хороший, Петрович пригожий, розан, мой розан, виноград зеленый. Зеркальце глядится, сам себе дивится, розан, мой розан, виноград зеленый. Хорошо родился, пригож нарядился, розан, мой розан, виноград зеленый. Розан, мой розан, виноград зеленый. Ой, детки, а дружка-то какой у нас богатый, щедрый. А платки-то какие шелковые, нарядные. А за невестино-то платье подавайте вино виноградное. Ну, девки, на вас не напасешься.
вышита рубашечка. Ой, посмотри! Великая таракашечка! Ой, невесту покажите! Это надо как ремать, как это ремать! Наш невеста раскрасавица! Да сейчас мы посмотрим, какая! Щечки румяные, брови черные, подведенные. Невеста не наша! Не наша! Не наша! Не наша! Не наша! Задарма, Нравится невеста? Покупайте косу. Баба не просит 1008. Ого, 1008! Хоть за соломенную-то косу? Не! А соломенные девки режьте косу. Спасибо. Спасибо, Альшевцы. Пожалуйста, Ридик, продолжите. Да, Альшевцы, да? Вокальный ансамбль буддисты. Я бы хотел отметить, что исследовательская работа над самим обрядом произвела какую хорошую работу провели. Но вот, которые не делали во время постановки его вообще, когда на сцену. Вот, работать с реквизитами, пожелать, чтобы они более взяли более естественные, более натуральные реквизиты и решением пространства. Тоже хотелось пожелать, чтобы пространственное решение тоже было подходящее к этому обряду. А так вот у них очень хорошие вокальные данные и исследовательская работа, если он повторяет, сделано хорошая. Просто надо быть более уверенным. Совершенно верно, я с вами соглашусь. Вот по поводу пространства, Коль, я свяжу. Если мы делаем этнографический сценарий и придерживаемся обряда, то фон за нами должен быть соответствующий. А там вот эти лозунги, какой-то фон, кто куда и так далее, очень сильно нарушают эту органику, отвлекают зрелище. И они, альшейцы, хорошо действительно в вокальном отношении грамотно преподнесли, и причитание идет, и песнопение идет, то есть несколько действий вместе. Но при этом покрывало, опять-таки, должно соответствовать тем костюмам, которые приведены и в которых облачены персонажи. А это покрывало оставляет желать лучшего. И жених, как будто его за уши привели и заставляют его жениться. Он очень сильно нарушает весь эмоциональный фон этого выступления. Он должен быть как петушок, как орел подойти. Вот я вот какой красавец, я ищу себе Ярочку, и будь она достойна. Иначе еще потом торг идет. А может она коза, а может она какая-то ряба, это невеста. А какой смысл торговаться с этим женишком, который унылый, понылый, ходит по кругу и за руки еще своей тети. Тетя, конечно, совершенно правильно эмоциональный фон нашла, и она хорошо ведет, но вот этот момент, он очень оставляет желать лучшего. Жениха нужно решать по-другому. Давайте я жениха защищу. Нашелся защитник жениха. Пожалуйста, Рифат Икович. Ну, потому что жених, он ведет себя очень естественно, потому что у него наступает такой ответственный момент. Ему очень волнительно, что будет завтра происходить. У него в крови меняется вся жизнь, он становится хозяином. И в будущем немножко он, конечно, растет. И в этом случае он очень даже естественно, органично вписывается и невеста. Кстати, также ведет себя перед будущим. У них какая-то, они же молодые, они еще видят медали и так далее. И родители их поставили, жизнь поставила перед таким условием, что завтра будет все по-другому. Поэтому он растерялся, так что он нормальный. Стрессовый момент какой-то есть, да, для молодых. Ну, нет, ладно, каждый остается при своем мнении. Одно дело социальные вопросы свои решаешь, но другое дело, когда ты в обряд входишь, ты обязан нести эту функцию, что ты жениться, выбирать пришел. А свое сомнение ты должен оставить за порогом. Есть вот такие моменты. Так, пожалуйста, следующий ансамбль, семейный этнофольклорный ансамбль Танат Торсем. Пожалуйста.
ешем, духом можем волтаж, духом вожда пешкел гашкайже, тюрерне сосками ушлан кузор. Таче ужуранма кечедадене, эргам, шешкам. Не ачаттене, уну ешнадене, шокшын тендан саламленада. Тазалыкым, кужу юмырым, ончыгык пиалым, волгыды илышым тыланена, изыракше деч лӱдса, кугуракше деч вожылза, ава-ачадам сареш пыштыза. Илышыштыда чыла сай гына лийже. Ынде ачаже кугыт лӱетым, лӱйыш тушкалтен мелнажым, кочса. Ӱяк-мӱяк лийже тендан илышда. Тачысе кечыдам ида мондо, йӧратен илыза, пагален тӱредыза. Спасибо, спасибо. Пожалуйста, Ирина Малаяновна, несколько слов ваших. Ну, мне очень понравились жених с невестой. Вошли в образ очень хорошо. Костюмы очень красивые, нарядные. Но хотелось бы пожелать, чтобы массовка была чуть побольше. Для общей такой вот... Куда дальше? Еще бы хотелось. Да. Может быть, молодежи чуть-чуть внутри. Красиво. Спасибо. Я хотел бы сказать большое спасибо за этот фольклор семейному ансамблю. Это семейный этнофольклорный ансамбль Краснокамского района. Это вся одна семья получается? Наверное, получается, да, одна семья. Это единственный фольклорный ансамбль, да. И большое спасибо за этот фольклор. Но прежде всего это наши обычаи, наши обряды. Мы должны воспитывать своих детей вот по обычаю, по нашему обряду. Вот за это большое вам спасибо. Мне понравилось. Да, спасибо, спасибо. Они, как всегда, задают тон. Они очень органично марийцы, все, кстати, ансамбли. И акциональный фольклор, и обрядовый, и словесный, и напевный у них всегда идет в унисон. И этим они всегда выигрывают. Поразительная органичность. Спасибо вам. Так, следующий, пожалуйста, свадебный обряд, убор и выкуп невесты. Народный хор русской песни. Архангельский район. Архангельский район, пожалуйста.
Спасибо, Архангельцы. Пожалуйста, Ульяна Валентиновна. Знаете, все естественно воспринимается это, как будто мы на свадьбе сейчас гуляем. Да. И я даже прослезилась. Плач вообще за душу берет. Вот, вам как, коллеги, тоже? Я тоже. Да. Вот русские хоровики в Башкортостане вообще меня каждый раз поражают вот этой органикой, силой, голосоведением. И здесь ансамбль берет, выигрывает за счет песнопений. Я думаю, коллеги согласятся. А затем на этом фоне, когда происходит действительно свадебное действие, то, что положено, какие положены обрядовые действия, вот это грамотно преподнесено. И плач, это свадьба, это синтез многих интонаций. С одной стороны, трагедия, утеря, социальная смерть невесты для своего рода, причитание, прощание. С другой стороны, поразительной силой смех, радость, жизнерадость, совершенно другой эмоциональный фон. То есть рождается другая жизнь. Вот две эти интонации и делают свадебную
атмосферу свадьбы. Вот в этом ее сила. И вот этот ансамбль, он передает вот это ощущение, вот эту атмосферу. И этим они сильны. Хорошо подмечены моменты преемственности. Ненавязчиво. Вот эта девочка, она ходит привязанная к своей матери ленточкой. Естественно, она будет в этой среде расти, она дальше будет нести эту культуру. И вот такое привлечение, оно очень должно естественно, органично идти. Просто вот этими моментами они нас очень обрадовали. Спасибо вам. Башкирский народный фольклорный ансамбль «Замандаш». Федоровский район, пожалуйста. Народный фольклорный ансамбль «Замандаш». Да, спасибо. Спасибо, федоровцы. Несколько слов.
Вот это касается не столько федоровского ансамбля, а всех ансамблей. Отношение к твоей сцене, там, где ты творишь свое искусство, творчество, прежде всего начинается с того места, с того локуса, как ты его оформишь. И в этом твое отношение к своему материалу. Вот сейчас все цвета радуги, которые светятся за этим действом, очень мешают восприятию органики, смысла сюжета, того, что происходит, к сожалению. Это касается не только федоровцев. Пожалуйста, коллеги, руководители, обращайте на это внимание. Видеосюжеты показывают еще больше недостатки и ошибки, те, которые мы еще теряем на сцене в живом просмотре. Там они проглядываются, уходят. А вот когда мы повторно смотрим эти вещи, пожалуйста, обратите на это внимание. Или должен быть просто однотонный, или же какие-то этнографичные, соответствующие вот этому сюжету полотенца, покрывала, в общем, утварь. А в целом, федоровцы, вы нас очень обрадовали. Хорошо используете напевный материал этого региона, вот Стерлибашевский, Шимбайский и вот Федоровский район. В свое время Фуат Юмагужин сочинил очень много интересных песнопений, такмаков, и вот его напев «Хикяве Буе» вы очень хорошо применили вот для своего сюжета. Огромное спасибо. И вы нас, все жюри, вы обрадовали еще тем, что вывели редко исполняемую песню, за что тоже очень благодарны. И если есть у коллег еще какие-то слова, у вас... Танец еще, да? Да, я насчет вот, что еще хотел сказать, что Абрау тоже тот момент, когда тут очень много молодежи, еще дети. Да. И еще они говорят так хорошо на башкирском языке, дети именно. Не молодежи и старые поколения, а вот именно дети говорят на башкирском языке. Вот, совершенно верно. Да. Вот эта преемственность соблюдается, и это выигрышный момент. Рифат Игоревич, по поводу танцев, какие у вас есть мнения? Но коллектив он хорошо подготовился, изучали материалы, и фольклорные материалы устного народного творчества, это видно. Да. Ну, конечно, со всеми коллегами согласен, привлечение детей, массовость придать. Но то, что там все это блестит оформлением, конечно, это уже бросается в глаза любому непосвященному человеку. Но желательно, конечно, это сделать более лаконичным и более логичным, более причастным к этому событию. Нет предела к совершенству. Спасибо вам. Народный ансамбль песни и танца «Ашкадарские родники». Пожалуйста, Федоровский район. Федоровцы нас вообще приятно обрадовали. Потому что район один нас не видно. Нас не видно. Не видно? То есть можно пить. Хочешь понюхать? Можешь понюхать лекарство? Да? Погромче говори. Погромче говори. Да, понюхай. Можешь капнуть. Нас не видно, тебе шайрон трага, горный трага. Левитан на этом сгорел. Как это было? Отбрехался перед кем. Юрлай. Какой был совет? Даже не плакал. Чувашский, да? Чувашский. Ну, я сказала выпить лекарство. Что вы имеете в виду? Приятно удивляют. Вообще, Федоровский район для меня вообще кажется, культура именно фольклор. Вот, конечно, насчет... Больше жанров нет. Насчет оформления я бы сказал, что это виноват, наверное, вот Рудаков, которые делали это мероприятие, фольклорное. Да, или они просто его во время какого-то концерта сняли и это отправили нам. Ну как, можно не угрожать зрителей, или чтобы выставить вот так. Это конкурсная программа. Раздражает очень сильно. Знаешь, Редик,
Здравствуйте. Это, наверное, фольклорный какой-то праздник. Ну, если это фольклор, Сейчас то скажу. не столько же цветов. Ну, конечно, Это вот. сценографу. Вот смотрите, там орнаменты какие-то присутствуют, но еще вот сзади намекейдары, красно-зеленый Да, вот сзади намекей. еще там 3 цвета. Ну да. Они хотели, наверное, это радугу какую-то Ой, сделать. давайте послушаем немного. Да, вот такие песнопения, они... Да, песнопения хорошие. Невеста поет это. Ну, Суаштарны. Слушай, Уже мало хотим. Прихватывай, пожалуйста, вам с... Айда. Надо просто, Спасибо. Приятно. Спасибо, федоровцы. Вот мы для того, чтобы экономить время, сразу совещаемся с коллегами, и я передаю общее впечатление. Они все довольны, все рады и зажигаются вот той энергией, которую нам всегда выдают вот эти чувашские марийские ансамбли. И органично, все эпизоды у них органично сработаны, идут правильно, и мы их просто поздравляем. А более четкие, более детальные рекомендации будут озвучены за круглым столом. Спасибо. Следующий, пожалуйста. Обряд Киевкашыгы. Народный фольклорный ансамбль Асана. Пожалуйста.
Спасибо, Гафурицы. Пожалуйста, по поводу танцев вы можете сказать, Ильфат Ильич? Сразу. А потом я знаю. Я думаю, по поводу танцев, потому что это başkası temin etsek, babalar bütün de her vakit ala bütün merapiyatlar, folklor, buğanın aktif katlaşalar. Bala sağa oğullarına tekrar apaylarına, ağaylarına bütün avzım katlaşalar. Bütün можно погромче, Ильфат Ильич? Если посмотреть у нас, вот просмотреть у нас все обряды 83, в некоторых коллективах вынуждены мужские роли играть женщины. И это очень печально, так скажем, потому что не нашлись мужиков, мужчин, ребят, которые бы показали женихов или там родителей. И мы вынуждены были вот таким образом выйти из ситуации, из положения. Наши женщины, как всегда, выручают. Данный коллектив, вот этот Сайд Баба, деревня большая, очень активная, эмоциональная. И на этой церемонии свадьбы показали то же самое. Участвие принимали от мала до велика. Улпат Алайдар, Егеризар, Атайдар бүтінде кыздардың ауылдары ішінде, халқы ішінде бек зорлық деп ойлаймын. Соның үшін Сайд Бабаларға афарин. Әлбетте бейу яғына келген уақытта анда бейусілер, қырыр бек яқшы ішлегендер көрініп тұр. Ағайлардың, абайдардың, балалардың сахнада бірінші тапқыр төгіл болғандарын көрініп тұр. Эштеріне. Несколько слов хочу сказать. На самом деле, Ильфат Ильич прав. Это один из опорных наших ансамблей. И Сайд Баба это всегда в поле внимания очень красивой, хорошей подачи культуры вообще. Вот по отношению к остальным коллективам на примере Гафурицев хочу сказать. Когда идут реплики, диалоги, поздравления, приветствия, одаривания и отдаривания, естественно, мы приветствуем. Но когда это небольшое вручение платка монетой, хором кричат все 30 человек, органика теряется, естественность теряется. Вот эту чрезмерно эмоциональную оценку нужно убрать. Могут оценить сноха, свекровь и так далее. Вот в таком плане нужно работать всем коллективам. Эпизод они вывели, мы благодарны гафурицам. И очень хорошо чувствуется творческий почерк Гаухар Байбулдиной, этой семьи. Они изучили материал, грамотно преподнесли почти все материалы. Единственный Тирметал здесь не совсем функционально уместен, потому что не уместен пока на наш взгляд. И Худалар Киля это песнопение, записанное нами в Училинском в 86 году, в 84 году в Баймакском районе. Кодалар килә, кодалардан алдадан килә, ай, кодалардан алдадандар килә, көрәгә тулы бал килә, ай. Вот напевы, пожалуйста, обрядовые напевы, мы просим все-таки коллективам соблюдать, как они звучали. Тогда у них будет жизнь гораздо дольше продолжаться в аутентике своей. И огромная благодарность за песню Бадриян, перед которой мы все поклонились. Просто великолепно. Спасибо вам. Следующий ансамбль, пожалуйста. Кыз кушу юлаһы, фольклорный коллектив Байрам, Альшеевский район, пожалуйста. İnip kararmız Ali, inip kururmuz Ali. Har kız da inirmiz. Şunlar da diye başına. Bir keyinde kalır. Gelişmez oldu, gelişmez. İnip kururmuz Ali.
Ай Аллам, рәхмәт. Мал ялаган тып халдык. Миннән бүләк. Миннән бүләк. Yastık altına tenkele kaldık. Minнән бүләк. İki altına bısa kaldık. Миннән бүләк. Eydele kızım. Ya bana eydele kimde? Eyde, kullarınızı tutunuz. Birge tigin, humeri tigin. Amin, sulay bulsun, sulay bulsun. Bakın ne bulakız balalar. Rahmet. Ey, korali bulaklı. Abime minнән. Farık. Kaynımda varıp tüyüsü olayını kızım. Oylasa, yuvarmağın kırıncasa. Birevden iki avul, ikevden üç avul, üçevden dört avul. Kuday bilsin. Faydalı mı gene? Ey balakayım, rahatının kimen? Tul kütebin hizben. Bulle 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 bul, bu deneley dulle bul. Ulla bul, kazla bul, uyanay dulle bul. Спасибо, альшевцы, спасибо. Как всегда, радуете. Очень приятно. Ирина Мулаяновна, пожалуйста. Они нас восхищают, Да, восхитили. очень восхищают. Выступление живое, образное такое, веселое, дружное, как будто на одном дыхании. Да, да. Марсель, пожалуйста. Ысынлап та мына шул кияү егетенең йыртып инеп китүдәре ләвисендә онытылып барган юлларның береһе. Ул юлларны әлбәттә безнең халыкка, үзебезгә, шәхсән башкорт халкына онытырга кирәкмәдер дим. Мына ысынлап та уны элекке кайтып, мына элеккесә юланы дөрес итеп үткәрү безнең үзебезгә фарыз. Рәхмәт. Ольга Валентиновна, пожалуйста. Әшәйҙәрҙе бик ҡыуанып ҡарап ултырҙым. Беренсенән ошо йоланы бик матур хәҙерге заманда күрһәтә алдылар. Һәм шулай итеп, хәҙерге ваҡытта туйҙы ла үткәрергә мөмкин. Менә бында беҙ ҡараныҡ, традицион боронғо реконструкция эшләнгән. Шул уҡ кейәү егетенә бик матур бүректәр, әйтәйек, елән тегелһә, шулай уҡ кәләшенә лә, килен кешегә лә бик матур реконструкцияланған кейем тектерелгән. Һәм улар менә ошо, әйтергә кәрәк, туйҙың тап уртаһында улар айырылып тора шул кейемдәре менән дә. Һәм әйтергә кәрәк, бик матур бер тында ҡараныҡ. И не устаешь смотреть эту работу. Прекрасная работа операторская. Она очень хорошо смонтирована и хорошо проделана во всех отношениях, и это вот радует. И чем еще отличается атмосфера этой свадьбы, здесь ненавязчиво, но вырисовывается эротический фольклор. Да, он имел место во всех культурах, во всех свадьбах, и он имел доминанту, вот о чем, к сожалению, все ансамбли забывают. Эротический момент, когда желают не только любви, но и продолжение этой любви, то есть иррахатынакинан, тулькутажакинан. То есть мы дитя от тебя ждем, и в то же время будь счастлив от мужчины своего. И ильдат кундатап, айдатап, юванмахан кундатап, то есть рожай сегодня, рожай каждую неделю, ты, если можешь, рожай каждый день. То есть вот эти моменты рождения человека и продолжение рода и эротика в свадебной происходят события перед юртой, да, в церемонии, потом они, естественным образом, конечно, туда забираются вовнутрь, и это дает какой-то самый
им освоение пространства, и очень естественно, красиво получается вот эта удачная форма использования онлайн-формата. Да. Пожалуйста, Рерик. Я хочу отметить вот, работу над сценарием, очень проделана очень хорошо, потому что очень такие древние словесности нашли они очень в месту, и они очень лежат по сюжету и по динамике. И это им, последовательность тоже как-то объединены. Это им помогает в построении всего обряда. Очень хорошо. Вот. Спасибо. Мы даже можем предложить выставить на сайт, чтобы смотрели. Да. Он не входит, не включается в передачу про фольклор, какие-то готовые сценарии. Мы и эти сценарии, эти работы тоже смотрели, они идут особняком. А здесь идет, на самом деле, по положению, согласно по положению, хорошая работа. Так, следующее, пожалуйста. Марийский свадебный обряд «Как жених невесту забирает». Народный фольклорный ансамбль «Райдам-райдам». Поро кечелиже, падалым жюри, чела поро мари калык. Не пошка кундем, Калтасай район, Ямысылви ялгач, Народный марийский фольклорный ансамбль «Райдем-райдем» улна. Тыланда мемнан бел марий-влакын сӱан пайрем ужашым ончаш темлена. Ӱдыр налаш мине. Ача, ӱдырна ямпугим шундымет, баррата шатсу. Ӱдыр весе погреште, ава ача шулдыргимана лимана ол. Кочкумна каен тудо пелашымон, шкаже шокшым пыжашымон туштилманым де. Ӱдырем каен да мом ыштет вара, кайман тудын огыл. Ава ача тудо колтым журти тикшымжымат, тудо тугане пуйырмаш ынде. Ӱдыр веселан ава ача кучын кайманым де. Окей, лекте Марган
политическое положение, в котором мы сейчас живем, диктует нам свои законы, поэтому, чтобы не потерять весь вкус искусства, сценического искусства и то, что делает культура и искусство, ложится больше на плечи видеооператор и кто это преподносит. А вот здесь у нас есть такой момент, что замечание, наверное, даже такое пожелание руководителю или режиссеру, кто это готовил, снят, конечно, некачественные, как бы на телефон похоже, потому что время от времени есть какие-то сигналы, каких-то сообщений. А так вот самому фольклорному коллективу, конечно, тоже такое пожелание. У них есть очень хорошие костюмы, и вроде бы обряд они очень интересный. Но если бы еще место действия поменяли бы, или на улицу, или где-то у кого-то дома. Да, сняли бы этот момент обряда, или возле дома. И еще сняли бы это на видеокамеру, то, наверное, еще больше оценок и еще больше впечатлений у нас было бы от этого номера. Ну и вот вопрос у меня, конечно, возник насчет барабана. Я до конца не уверен, но просто в моей практике было такое во время постановки этого фестиваля, мне было сделано замечание от представителей МАРИ, что женщинам нельзя бить барабаном. Вот тут я вот не знаю, сейчас не уверен в себе, конечно, но вот тут вопрос остается у меня. Радик Редович, здесь оправдывать небольшой момент. Бить в барабан, исполнять горловое пение, исполнять эпос и так далее, и так далее. Почти у всех народов имеются свои запретные меры, запретная культура, она сакральный мир этот. Но перейти эту границу имеют право женщины, которые уже не способны рожать. Вот. И поэтому мы оставляем надежду на том, что вот эта женщина, которая бьет на барабане Марика, она где-то после 60 лет. Или же обыгрывает эту женщину. Но, в общем, вот этот вопрос, он не зря вызвал у вас вопрос, и к этому надо быть внимательным. Пожалуйста, Ирина Милаяновна. Ну, я согласна с Редиком Федоусовичем. Мне тоже не хватило пространства для действий. Хотелось вот какой-то свободы, и хотелось помочь, чтобы они раскрылись в каком-то таком свободном пространстве и показали то, что они хотели показать. А в целом интересные костюмы, интересные песни. Да. Они очень хорошо продумали эпизоды, в общем, работали. И дальнейших успехов вам. Спасибо. Спасибо. Да, на эфир мы приглашаем Белокатайский район. Обряд Харгатуе, свадьба Сережи. Пожалуйста. Havalarda usqan qarluğasqay bulutlarga inib yo'g'alar. Qiz bo'lgansa bo'lam qanotli qush, tutqun bo'lmas inim dunyolar. Basılmayda ko'ngil, ay basılmay, asılmayda yürek, asılmay. Eskineyim tolu kaygı ağış, Күз яшьтәрем тынмай, тамсылай. Күз яшьтәрем тынмай, тамсылай. Ey әсәһе, вакыт бигрәк тиз үтә бит. Мына кызыбызга хырга туела килеп бетте бит. Әйтмә әле генә инде атаһы.
Тизмәйдә калырбыз, никах туйла килеп җитер. Шулай. Әсә, һин самавырыңды караштыра тор. Хәзер кудалар да килеп җитәргә тиеш. Мин килмәйдәр микән дип караштырып киләйем әле. Ярар. Әсәһе, тугандар, килегез. Кудаларны каршы алайык. Әйдәгез, китерек. Киліңдер. Кылар киле, бултырауга керәгә бал киле. Эй кызлар килдегез, күздәргә күрендегез. Мәктәп алсаскәһе кеүек күздәргә күрендегез. Мәктәп алсаскәһе кеүек күздәргә күрендегез. Әйтә куда, түрдән ут, аякка ең талмаһын. Безнең хәтер калһа калһын. Sizin xatır kalmahın. Kustağının tüpterinde tənke sifatları var. Isi biberhen kımızı. Tənke sifatları var. Şolay okumadı. Kımızı. Менә кызыгызның колагын төштәгән улым атка менерлектә булды инде. Минең кызымдың да көянтә күтәрергә көсе итә хәзер. Малаем, үзе урай дала уйнай, гармун сыла, мәргән дә батыр да булып үтте. Минең кызым да калышмай. Үзе уңган, үзе матур, оегында бәйләй, күлдәгендә кайый. Шулай. Әсәһе, кызыбызны сыгарады. Менә бер кайын, менә бер имән, шул кайынман имән, нисек буар килгән? Шулай. Subhanallah, maşallah. Kut тейбәһен үҙеңә, өҫтөңә килгән күлмәгең, бигерәк килешә үҙеңә. Яле улым, кызга китергән бүләгеңде сыгар әле. Менә нинди бүләк китердек кызга? Көмеш алка. Бисмиллахиррахманиррахим. Алла бүләге. Алла кияүнең бүләген тагып ибәрәм. Бисмиллахиррахманиррахим. Кызыбыз да матур шу. Сылтыр уның алкаһы. Алкаһынан матур һеңлеһе. Һеңлеһенән матур апаһы. Ходай кушкан эш, йөҙөгөҙ саф, һүҙегеҙ хаҡ булһын. Бүләк ашы капма ҡаршы тиҙәр. Безнең дә бүләгебеҙ бар. Ҡыҙым үҙе ҡайған. Килешеп тора түгелме? Һеҙҙә үҫә сибәр ҡыҙ, ә беҙҙә батыр улан. Һырға туйын үткәреүе борондан ҡалған юлан. Уйна егет ҡурайыңды, урмандар яңғыраһын. Һырға туйын күргән кеше бәхеткә йәләшә. Әле улым, уйнап ебәр әле.
Егет нисек матур итеп уйнады? Инде матур итеп бейва? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кызым, кымызы эсеп ебәрәле. Спасибо, велокатайцы. Уникальный материал вынесли. Редко выносится такой эпизод. Пожалуйста, кто у нас будет говорить? Пожалуйста, Галина Валентиновна. Балакатай сердәш фольклор ансамбле халык исемен йөртә. Шулай ук безнең атказанган Башкортстандың шундай халык исемендә йөртүче күрәһегез, бөтәһе лә ошо тамбурлаккайып сигелгән матур киемдәрдә күзең явын алып торалар. Шулай ук уларның йолалары шул кырга туенда бик матур итеп оста сәхнәләштергәннәр. Һәм менә бында без нимәне күрәбез? Ошо балаларның ихласлыгын, уларга карап мин кыланып ултырдым. Менә бу кырга туенда тап ошо бәләкәйдән уларга гаилә тормышына әзерләү йоласы салынган. Һәм улар ихлас менә уйнаганда ла шуны аңлап, шундай менә егеттең талпынып торгандарын күз кыры менән генә карап алганын хокланып кызына. Шул хәтлем ул теге матур һәм естественно дип әйтергә. Әйе, шуңа ул менә үзләренә менә ошо йолалар бәләкәйдән шул колак тешләткәндән соң менә ошо кырга туе йолага үткәрелә инде. Үз яренә тогрылыкты ошонда тәрбияләйләр. Шуныһы менән кадерле. Шуңа балакатайларга мин зур рәхмәтлемен. Уларның һәрбер куйган йолалары инәһеннән ебенә хәтлем бик матур куела. Зур рәхмәт сезгә тагы ла уңыштар теләп калам. Спасибо. Я, в свою очередь, на самом деле, поблагодарить хочу руководителя Саиду Ахтямову. На самом деле, большой успех ансамбля зависит от руководителя, еще от подачи материала. Я сразу уже сказала, что редкий материал вышел на сцену «Кыргатуй», свадьба Сережи, которые устраивали башкиры издревле малолетним детям. Эта культура восходит очень древние мудрости о том, что когда рождались в одно время дети, их соединяли с малолетства, и они кусали друг другу ухо. Мальчик кусал ухо девочки, а по наступлению 12-14 лет вот им проводили Кыргатуй, а затем уже проводили уже никах туй, калун туй и так далее. Но этот сговор обычно устраивали между собой две стороны, которые решили породниться именно. И поэтому немножко... кстати, вспомню, что эпос «Кадай Курпас Маянхалов», многие сказки, а также эпос «Алдар Батыр» в основном на нарушении вот этого договора и построенный. То есть нарушать этот договор, когда родители соглашаются породниться и выдать и замуж и взять дочь, это непозволительное было нарушение. Но когда это нарушалось вся гармония, то есть заканчивалось очень трагично. Что я хочу сказать этим длинной речью? В данном эпизоде восхваление своих детей родителями немножко неуместно. Вот он у меня на курае играет, он у меня вот это умеет делать. Моя дочка тоже очень славная. Эти роли могли сделать другие и должны были сделать другие персонажи. Коротко просто скажу. Потому что функция этого эпизода, функция этого свадебного обряда совершенно другая. И второй момент, когда одаривают, надевают тахия и так далее, подходит с правой стороны, а не сзади. Также это касается и другим ансамблям, когда одаривают
платки или сзади накрывают, или тюбетейки надевают сзади. Вот эту ошибку, пожалуйста, постарайтесь избегать. И то, что харга алка, Алла Булягин называется, это на самом деле в народе есть такое, это ко многому обязывает. Так что в этом ансамбле поразительно интересные моменты уловлены. Вообще каждый ансамбль, каждый выход ансамбля огромный материал для этнографов, социологов, антропологов, языковедов, фольклористов, само собой. Спасибо вам большое. Следующий ансамбль у нас. Приглашаем Бишбулякский район. Обряд сватовство невесты. Фольклорный коллектив «Истоки». Пожалуйста. Гости дорогие, нагар правды нет. Благодарствуйте. Чем пожаловали? Да вот матка-то бела, да выйдут ли наши дела? Мы пришли не пол топтать и языком чесать. Мы пришли к вам по важному делу. Ищем мы ярочку для нашего барашка. Сказывают, что у вас имеется нашему пару. А у вас цветочек, а у нас садочек. Так может ваш цветочек, да и посадим в наш садочек. Мы с сватами пришли к вашей милости. Да. У нас жених, а у вас невеста. Так давайте мы их сведем в одно место. Много благодарны, гости дорогие, за честь, за уважение. Благодарствуйте от всей души. Вот молода еще невеста-то наша. Рано ей. Самый сок, Иван Иванович. Иван Иванович, 17-й годок, не так ли? Так, матушка, так. Так ягодка-то перезреет. Машенька, вот она у нас какая красавица. Робкая, тележного скрипу боится. Вот. О, и правда, писаная красавица. А посмотри-ка, милая, кого это мы тебе привели? Нравится? Ну, нравится, не нравится, не ее спрашивать. Тоже верно. Слюбится и стерпится. Да, отец. Ну что, Иван Иванович, по рукам, что ли? Да погоди ты. Посмотрим, что жених в окладку даст. Вот о чем. Ну, это уж как водится, ведро вина на свадьбу. Ну, что ведро? С ведра не разгуляться. Ну, ладно, 3. Вот это другое дело. Пуд муки ржаной. И пшеничный отец проси. Полпуда пшеничной. Полпуда дает. И козу. Ну, теперь из имущества. Шубу новую, Да, нет. черную. И тулуп мне. Тулуп нет. Нет, без тулупа не отдам. Ну, если нет возможности на тулуп-то, Иван Иванович. Тогда полусапожки. А ну, пойди отсюда! Дай мне тебе полусапожки! Ну, отец, тогда шаль, что ли, попроси. Шаль, что ли, давай? Ну, ладно. Шапки, заложи к ним, как водится. Ну, да. Ну, по рукам, что ли? Нет, невеста. Матери рубаху, отцу рубаху. Будет все, голубушка, все будет, не переживай. Действительно, Нет, Иван Иванович. нет. Обе покупайте. Нет, не отдам. Да, хотели мы с вами породниться, да видно не судьба. Пойдем мы? Мы тогда пойдем. Вы уж нас не обессудьте. Ну, не порогом мы поперек вас стали, гости дорогие. Еди лучше нас. Проводи. Отец с этой полусапожкой, уж как-нибудь вы сами справить свой тут ведь. Некуда идти им более-то. В сенцах стоят. Сейчас надумаю. Ой, Вернулись вы. Подумали, решили. Ладно, купим мы сапожки невесте. Ну, это другое дело. По рукам? По рукам. Ну да. Ой, ну если уж по рукам,
пили? Ну, за такое дело не грех выпить. Я о том же. Присаживайтесь, гости, угощайтесь, чем Бог послал. Выходит, а потом жених его и выкупит. Уж с утра на тереме сиди, уж с утра на высоком терему, как пошли мы в лес за ягодами, как пошли мы в лес за ягодами, серого-волка напугались, серого-волка напугались, все по лесу разбежались, все по лесу разбежались, потеряли мы подруженьку свою, потеряли мы подруженьку свою, что нет лучше ее Марюшку душу, что нет лучше ее Марюшку душу. Ну что, озорницы? Ой, смотрю, веник-то нарядили. Нарядили. Ну ладно, а теперь садитесь. Да смотрите, поближе к невесте садитесь. Да смотрите, торгуйтесь, а то сейчас жених придет, торговаться будет. Вы торгуйтесь, не продешевите, смотрите у меня. Нет, нет, цену заломим. Торговаться ведь мы умеем. Умеете, умеете. Ладно. А зачем ты за угол скачурки дергаешь? А чтобы мы в девках не засиделись. Правда? А я не знала. Теперь будешь знать. Дома ли тесть? Дома ли теща моя? А, вот она невеста. Ну-ка, девки, расступитесь. Посадим Ивана Степановича. Нет, нет. Без выкупа не отдадим. Купим, купим. Денежки у нас имеются. Сколько просите? Да все, что есть. О, да у меня здесь много. Ты не греми, а на стол клади. И то верно. Ну вот вам денежку кладу. Одна. За копейку не отдадим. Их же двое. Ну вот и за двоих, вот вторая невеста. денежка. Правда, правда. А Бог там троицу любит. Верно. Давай, не скупись. Ну уговорили, вот вам третья. Как А дом-то денежка? без 4 углов не бывает. Так-то да. Раз, два, три, четыре. Вот вам за 4 угла. А крыша? А соломенная не подойдет? Не скупись. У нас невеста рукодельница, красавица. Без серебряной не отдадим. Посеребри, посеребри. Ну вот, серебряная. Вот вам и на крышу. Глянь-ка. Серебряная, девчата. Коли будет ваша честь, положите рублей 6. Ну вот вам... Спасибо. Спасибо, битбуляковцы. Оставили очень интересное, приятное впечатление, вызвали интересные эмоции. С торгами. Пожалуйста, Редик Фердаусович. Да, спасибо, Битбуляковский район. Что хотелось бы отметить, вчера у нас тоже был разговор насчет того, что некоторые обряды в фестивалях мы иногда не показываем вот именно конфликтные места. И вот в башкирском свадебном обряде вот были такие моменты, и мы их иногда и забываем. Мы хотим иногда все просто показать красивые, такие хэппи-эндные моменты только. А тут они интересные моменты взяли, когда уже
пошел какой-то конфликт. А когда конфликт, и это развивается какая-то драматургия, и зрителю уже становится намного интереснее смотреть, что будет же дальше. Вот этим они, конечно, тут как бы в хорошем плюсе. Ну, хотелось бы пожелать еще руководителям такое пожелание, что естественность у исполнителя хорошая, но охота еще уверенности, не хватает уверенности маленько на сцене. Вот какие-то моменты они не доходят до естественности фольклорного вот этого показа. Более уверенности не хватает. И насчет пространства тоже, вот это пространство, тоже охота какое-то более другое пространство увидеть, потому что им некоторые атрибуты порой мешают в самом действии. Спасибо. Ирина Малаяновна, пожалуйста. Ну, мне понравилось впечатление, создали именно дети, то, что это из уст детей происходит, они играют, как бы вживаются в образ. Здорово, когда наши дети в фольклоре, что они показывают. Спасибо. Вот в этом ансамбле я хочу выделить такие моменты все же. Эпизод торгов, он, повторюсь, в свадьбах всех народов имеется, смотря как этот торг состоится, смотря какие эмоции и настроения отработают две стороны сватья. От этого зависит будущность всей свадьбы, а также жизни даже. За малейшие нарушения тех или иных запретов или границ раньше в древней свадьбе жениха избивали, прогоняли из села на какое-то время, на неделю и так далее, если он нарушал сроки воздушных посещений, то есть киевля-пьеру. И такие были моменты. Здесь мужчина, отец невесты, очень интересно, органично себя вел и не вышел из той роли, в которую он вошел. Вот ни за что не отдать свою дочь за ту цену, которую он назначил. И все. Вот с этого момента начинается воспитание всей свадьбы. И мужчины, и жениха, и невесты своей, то есть держать свое слово. Вот этот момент, он хорошо был обыгран. И второй момент. Жена, то есть мать невесты, она немножко выбрала интонацию бытовую. Она как будто требовала дары для того, чтобы какой-то грех сгладить, как будто уже нарушили. Этого еще ведь не было. Деверю того-то, этому то-то нужно. Как же так? То есть тон должен быть обрядовый. А знаете ли, по традиции нашему, по обычаю нашему положено деверю рубашку, такому-то полотенце, дружелюбие и в то же время требовательность. То есть такой немножко агрессивная интонация здесь, она немножко, не то что вообще, она неуместна. От имени жюри я хочу поклон произвести молодым, поклон чисто приветственный, за то, что они участвуют, за то, что они ведут это. И во всех ансамблях, когда молодежь имеет роли и играет, вживается в это очень классический пример преемственности. Молодцы молодые. И кошка сама по себе гуляет, и скатерть дергают правильно. Девочка научила. А почему дергаешь кончик скатерти? Для того, чтобы в девках не засидеться. Правильно, девушки, выходите замуж вовремя. Всего доброго. Спасибо. Следующий ансамбль мы приглашаем. Снова Бишбулякский район. Чувашский свадебный обряд Арсентуя. Приезд свадебного поезда жениха в дом невесты. Пожалуйста, народный чувашский фольклорный ансамбль. Хватит день, когда-то хватит день, сирек высоко, кучеле сисегилдеме, шак кучеле спе, yalan nezir, ömür döşşebe, uyan buruna. Ömürlüge sıvı burunur, vülök çörlük, ürcezi yaptadır. Kalta kuş kadar kaçtı. Yeter, sile
Bizim kartımlaca. İşte bak. Tamam. Kapıyı gelsin yaşta bakın. Sarıya sire çuldan yuratsak bırakırım. İşte kulağından buluklu soruyu. Спасибо. Спасибо. Какой у нас ансамбль это был? Жгулявский район. Вишгулявский. Спасибо большое. Молодцы. Очень органично. Есть начало, есть кульминация, есть окончание. Построено хорошо. Коллеги, кто хочет сказать, пожалуйста. Резик Фирдаусович. Ну, тоже хотел сказать, что сценарий, работа над сценарием
проделано очень много, видно, что они работали над сценарием, и исследовательская работа над обрядом тоже проведена очень хорошо руководителем. И насчет костюма, мне тоже очень понравилось костюмы. Да. Костюмы они все такие этнографические, да, и они именно к этому обряду подготовлены, по этому обряду. Хорошо, вот несколько слов скажу. Предыдущий ансамбль тоже вот хочется поблагодарить руководителя особо Сабахову Минзелю, а здесь Людмилу Васильевну. Вот когда руководители работают с материалом вдумчиво и умеют выстраивать по композиции свадьбы, этот материал уже вызывает глубокое доверие. Арсын тойы, удивительный тюркский обряд, он имел место и у башкир. В основном вот челябинские и курганские башкиры, но он утерян. Об этой свадьбе записали в свое время сведения Нажиба Максютова, Миржанова, наши выдающиеся ученые. И то, что вот вывели вы таким образом, это очень большое значение имеет. Спасибо вам большое. Коллеги, есть еще? Да, есть. Да, пожалуйста, Рифат Экович. Я обратил внимание на свет. Когда первый раз увидел, происходит, да. Со стороны, вот это очень трудно, которые они благодарны. Повторить этот момент, если возможно, это очень красиво. И, кстати, я подумал сначала, первый коллектив только придумал это. Оказывается, на все чувашские коллективы вот это повторяется. Что вы, Рифат Экович, у башкир это тоже был поклон матери, отцу. Но, да, к сожалению, он утерян. Особенно вот во время никах той, жених и невеста обязательно должны были трехразовое коленопреклонение перед родителями сделать, совершить. Тем не менее, я вас понимаю, да. Поклон, да, наш уважаемый член жюри просит найти вот этот поклон. Это на самом деле имеет очень большой воспитательный эффект. Да. Поклон. Да, вот это коленопреклонение не может оставить никого равнодушным, потому что сохранил в себе большие духовно-нравственные максимы вообще народа. Это преклонение и перед, это следы культа матери, как у всех народов имеется, а также культ предков. Вся свадьба, все участники делают преклонение и перед матерью, и перед духами предков этого рода. Вот он обыгрывается очень хорошо. Спасибо вам. Да. Следующий ансамбль, пожалуйста, мы приглашаем отрывок из фольк-мюзикла «Ер мұңдарда халық хәтере», «Яусы келе», «Никах келінхүйі» и так далее. Башкирский фольклорный ансамбль «Ауаз». Руководитель Тимирова Насима Муратовна. Пожалуйста, город Уфа.
yolsunun duvarında tabela. Yere yürekleriniz var. Onların dünyası değillerindir. Bilmem de kıdırdır. Kıdın ondan seni menen bileşem. Denyaş kıdın ondan seni izalıdır. Yular bunda. İlahi var. Nikah dünyayı tırık ediler. Allah'a şükür. Yollar aile buldu. Muradım bilen Zelifa. Birge ömür içinde. Efendim İlhan Bey'in başlayın. Спасибо большое фольклорному ансамблю «АУАЗ». Ирина Муллаяновна, на ваш взгляд и ваши комментарии. Ну, мне коллектив и выступление очень понравилось, потому что ярко, красочно, и как они вышли, и
как бы оформление очень колоритное, такое богатое, они появляются, как вот, не знаю, сразу взор к ним обращается. И коллектив, я бы сказала, очень богатый, очень красивый. Спасибо большое. Редис Мурдаусович, как по постановке? Да, я вот, ну они вот, во-первых, они сразу на заявке сказали, что это отрывок из фольклорного мюзикла. И если это как бы мюзикл, то она сочетает тому, что они делают. Но у нас фестиваль чуть-чуть по-другому расположен, и у нас положение чуть маленько другие. Тут не хватает вот целостности обряда. Есть обрядовые элементы, есть картины обряда, но они все построены как бы для концертного, для какой-то зрелищности. Они построены каким-то калейдоскопом из ярких моментов обрядов. Вот нет такой сюжетной линии, нету именно определенного конкретного обряда. Ну, во-вторых, есть момент еще массовости. Массовость как бы хорошо, но местами масса не до конца существует на сцене. Не хватает вот этого. Ну, конечно, как тут заявлено, как фолк-мюзикл, конечно, имеет право на существование. Это красиво, это должно быть. Но мы это смотрим после того, как мы видели какие-то естественные, которые выросли на природе, обрядовые церемонии. Это несколько отличается действительно работой режиссера. Они изучали фольклор, они много читали, изучали свадебный фольклор, изучали, и из этих выстроили большой такой композиции. Но в условиях города, наверное, Уфы, большого города, наверное, такую форму существования фольклора, наверное, имеет право жить. Это в какой-то степени пропаганда, может быть, показывает красоту вот этих церемоний. Вот, я думаю, с точки зрения, ну, положена большая режиссерская и работа, сценарная работа сделана, потому что много изучали это. И артисты очень искренне, они с душой, и они с большим желанием исполняют. Рахмат, Рифат Катович, действительно, это и есть городской фольклор. Очень мало как бы. И они занимаются пропагандой этого жанра. Рахмат Алас фольклор ансамбльна Артабанды, Күзде, Сафакуль районы, Бакай ауылы, Курган өлкәһенә күҙҙе бирәбеҙ. Ансамбль йәшлек, руководитель Рафиля Фасхетдиновна. Хәйерле сәғәттә. Бисмилла имам башҡайҙары шул микән, тыуып ҡына үҫкән, илкәйенән китеп барыуҙары шул микән. Ат еттеләр бергә, килергәләр ултырдылар сәүет итәргә. Хатагәлә зөйгә, шулай ҡушҡан ят кешемән ғөмөр итәргә.
балақайым, сау бол, бақытты бол. Қайнаңды тыңда, қайныңды hürmet et. Düşken yerinde taş bul. Bismillahirrahmanirrahim. Ağız morunun üstünde uşak bulma kilinsek. Den başın yerlerde ağızı bulma kilinsek. Yetkip gira. İşi gavkaya. Nikesin baba kaytmay bekikes. Шулай итеп, без Курган өлкәһенең кыз озатылды каранык. Нисегәрәк моны һездән карашка Розалия апай һезгә Курганцы, огромное спасибо. Да. Вы нам преподнесли очень интересные, архаичные даже эпизоды свадебного обряда. И получили большое удовольствие. Во-первых, естественные съемки, естественные интонации, почти 100% включение персонажей в свадебный мир. Вот всем этим вы нас покорили. Для меня лично сохранение обхода свадебной телеги по солнечному движению — это один из утерянных моментов. Он для меня вызвал большое внимание. И такой обход имеет отношение с тем, что женщина продолжает свой путь, свою жизнь в другом качестве, в другом статусе, но уже в другом мире жениха. Вот он обозначен вами очень грамотно. И свадебные причитания, которые звучат, они до сих пор у вас сохраняются. Я записала в 1984 году курганские причитания во время фольклорного творчества, конкурса фестиваля народного творчества народов Поволжья. И фактура, звучание, причитание почти не меняется. Вот это вам делает огромный плюс, что вы сохраняете аутентику свадебных причитаний Семляу. Спасибо вам большое. Есть у вас еще слова? Марс Мударисович, пожалуйста. Курган өлкәһендә безнең башкорт йолаһын һаклап килүләре әлбәттә бик зур мактауга лаек. Һәм мин бында шулай ук Розалия Асфендияр кызына кушылып әйтке киләйин. Ысынлап та безнең туй йолаларында, туйдарда, менә гомумән алганда безнең тормышта катын кызды
киленде дип әйтәйек, киленде одаты кояш байымас элек булган әйме. Менә шуныһы күренә һәм әлбәттә мына безнең дә районда, безнең авылдарда да минем хәтеремдә бәләкәй сакта безнең апайдарны, агайдар одатканда шундай ук йола эшләп, атка күтәреп утырта торган йола була торган. Менә шуның менән безгә безнең йолалар бер үк йолалар дигәнде әйтке килә инде. Акланып киләләр. Зур рәхмәт күргәндәргә. Мин дә Сафа күлләргә зур рәхмәт әйтәһем килә. Шулай ук Сафа күл, Силәб өлкәһенең Аргаяш, Конашак районнарына менә ул якта әле һаман ошо йолаларны һаклагандар нисек бар үзгәртмәй шул килеш кенә. Шуныһы менән кадерле. Менә был якта туй йолаһы ихлас күңелдән әле лә башкарыла һәм һакланып килә. Конечно, благодарность руководителю Рахиле Фасхетдиновне вот за такую действительно грамотную и хорошую работу. Продолжать в таком же духе. Спасибо вам. Спасибо. Объявляем следующий ансамбль. Башкирский свадебный обряд Килинге Бирне. Народный башкирский фольклорный коллектив Фабрсак. Руководитель Расима Ахмедзянова. Пожалуйста. Мәсәтле район, то есть Мечетлинский район. Пожалуйста. Илебезнең нигезе гаилә усагы, матур тормыш корып, балалар үстереп, кияүгә биреп, кәләш алып, туйдар туйлап, яшәү рәвеше безнең йолаларыбызда сагына. Бүгенге байрам милли киемгә багышлана, ләкин ул да халык телендә йолаларга барып тоташа. Агас күрке япрак, кеше күрке сеперек. Киеменә карап каршыла, акылына карап ала. Аяктарыңны булмаһа, ситеп уйды йөгертмәй. Башында акыл булмаһа, түбәдәй акыл бирмәй. Кызыл яулык кызларга, сыгып алдым базарга. Ак яулык ак әбигә, һәр сак кирәк хәергә. Уйда кигән киеме, бәхет өсөн дигәннәр. Кызлар матур булһындар, кызларга карап тирә-як, матурлыкка уйнандар. Ефәктәгенә кызыл шаршау, кызыл шаршау, ефәктәгенә кызыл шаршау, яшәйткән кызыл шай, кызыл шай. Ефәктәгенә кызыл шаршау, яшәйткән кызыл шай, кызыл шай, кызыл шай. Ай, матур кыз күз теймәһен, күз теймәһен. Ай, матур кыз күз теймәһен, алма кебек пешкән ер теймәһен. Ай, матур кыз күз теймәһен, алма кебек пешкән ер теймәһен. Ер теймәһен. Баштарыңда укалышыр, килен булып düşкәс кенә гаиләң сисән. Баштарыңда укалышыр, килен булып düşкәс кенә гаиләң сисән. Гаиләң сисән. Кызыл билбау оҙон булһын, оҙон булһын. Кызыл билбау оҙон булһын, кимер анда килен ҡоҙа бирнә булһын. Кызыл билбау оҙон булһын, кимер анда килен ҡоҙа бирнә булһын. Һандыҡ булһын, байлыҡ булһын. Кызыл билбау оҙон булһын, кимер анда килен ҡоҙа бирнә булһын. Һандыҡ булһын, байлыҡ булһын.
Ялын яламал иманы хаулык булган байлыгын. Күлмәктәрен беттерһәң көсөшлап урын алдырма. Күлмәктәрен беттерһәң көсөшлап урын алдырма. Кунакка дип сакыр халар калдырма. Кунакка дип сакыр халар калдырма. Киләне булган югерһең аяктарың нык булган. Киләне булган югерһең аяктарың нык булган. Таваныңда йылытырга итектәрең күн булган. Таваныңда йылытырга итектәрең күн булган. Спасибо, Мечетлинцы. Ну, это в основном хореографическая картина свадебного обряда, хореографизация. И таким образом преподнесено. Оно имеет место быть. Спасибо. Теперь объявляем следующее, пожалуйста, Ксения. Следующий поставьте. У нас по времени очень остается мало времени, поэтому... Фольклорный коллектив Шардали, Салаватский район. Спасибо, Салаватцы. Спасибо. Все цвета, все костюмы, все интонации, ролевые функции ярко сделаны. Коллеги, хочу сказать руководителям также, вот это напев, который очень часто встречается в свадебных обрядах, в показе башкирских свадеб и даже татарских, «Килен хью», он имеет место быть, конечно, во всех свадьбах. Это благопожелание невесте, назидание невесте. Но когда это решается одной мелодией на одном напеве для всех свадеб, оставляет желать лучшего. Что я хочу сказать? Вот. Эйде матур киленсек, булма улай оялсак, атаңда хин колонсак, кайнаңда хин уйынсак. Если можно, пожалуйста, вот просмотр 83 ансамблей нам показал, что вы прислушиваетесь к рекомендациям, очень хорошо работаете, совершенствуете. И примите, пожалуйста, к сведению, это общее мнение нашего жюри, что вот это песнопение, когда от свадьбы к свадьбе, от картины к картине повторяется, нежелательное впечатление оставляет. Потому что в каждом локальном фольклоре, в каждом региональном фольклоре есть свои напевы, есть свои речитации.
есть свои песни, обрядовые присказки и так далее. Будьте добры, находите, пожалуйста, эти материалы, работайте над ними. Вот я хотела вот это сказать. Ага. Следующий район у нас Давликанский район, башкирский фольклорный ансамбль Дим Эхиреттер. Hürmetli dostlar, biz гафу үтенәбез, бұл Салават районы булды. Хәзер без артабан дәвам итәбез һәм үзде Дуван районына бирәбез. Народный мордовский фольклорный ансамбль Дуванского района. Келейне.
И таким образом, дорогие коллеги, уважаемый жюри и уважаемые наши зрители, мы завершаем первый этап работы сегодняшнего дня. И ваши заключительные слова есть, Резик Фирдаусович? Насчет этого коллектива? Да, насчет этого коллектива. Да, есть. Также повторяюсь, конечно, да, работа сделана над сценарием хорошая. Но хотел пожелать такое пожелание руководителям во время построения композиции, когда обряды показываем, некоторые элементы, те элементы, которые должны обозначаться, они ушли чуть-чуть в задний план, вот такие моменты есть, да, там очень хорошие такие, вроде такие маленькие действия, но они имеют смысловую загрузку хорошую. Да. Вот эти моменты, они как бы упустили, и ушли они как бы за кулисами массовки. Вот эти моменты, что вот эти моменты мы должны обозначать, и не закрыть их обкрикиванием или какими-то телодвижениями, не отвлекая от внимания. Вот эти моменты есть. И построение коллектива на сцене вот это было как-то более по-другому. Вот пространство сцены, чтобы они ощутили обряды вот этого всего. Иногда они иногда вот, и не только этим коллективом, у других коллективов есть такой моменты, когда коллектив просто выстраивается как вокальный ансамбль. Вот этот момент, вот очень смущает меня. Потому что фольклор, он должен быть более естественным, более народным, более ближе к земле, к всему народу. Вот это. Вот. Не превращать его в академический какой-то струны, не закладывать какие-то рамки. Вот об этих вещах еще мы поподробнее на семинаре поговорим. Рифат, у вас есть слово? Нет, да. Коллеги, на самом деле, вот завершаем этот цикл работы, но те коллективы, которые себя еще не увидели, те, которые хороший отзыв наш получили, они будут просмотрены на семинаре. С 2 часов. Пожалуйста, не покидайте наш эфир. И хочу сказать, у нас выделился особый цикл видеоматериалов, видеосюжетов, которые сделаны в форматах про фольклор. И мы их отметили не в плане конкурсной программы, конкурсного положения, а отдельно отметили. И на семинаре у нас будет, чтобы эффектная и более такая функционально значимая работа, на семинаре мы собираемся сделать просмотр вот таких ансамблей, как Туванский ансамбль, Давлекановский, Магнитогорский, Таташлынский и Шаранского района ансамбля. Пожалуйста, не покидайте нас, и семинар ожидается быть всем полезным, мне кажется. Всего вам доброго. С 2 часов, объявляет Ольга Навалитовна, ждем вас в эфире. Зур рахмәт, кемдәр катнаштылар һәм һеҙҙе бөтәгеҙҙе лә сәғәт 2-нән түңәрәк өҫтәлдә катнашырға саҡырабыҙ. Зум форматында катнашырға була һәм һорауҙарығыҙ булһа, һорауҙар бирергә лә мөмкин. Рәхмәт. 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 Иптәшләр.
Ты неправильно Такие принеси. Вот такие в кабинете у двери не слышно. Да, не слышно, наверное, будет, да? Но у нас еще есть Дашев, выступающий обряда. Он придет еще рассказать. Ее обрядов будем показывать. Как бы на фоне какие нельзя, нельзя. Нет, они конкурсы, такой конкурс, да, просто некоторых пример берем, некоторых наоборот нельзя как бы так делать такие семинары обучения. Поучительная, так скажем, потому что вся республика, которую вот подали заявку, все смотрят. Вот. Что у нас не влезет, да, все? Вот этот вот столб. У нас сейчас работает, у нас 2001
Bana apay, o'zingga kelingni olib qaytdim. Subhanallah, maşallah. Bak yerine baktıra görmedim ki bile şurada baktıra kızıyla kızıyla. Oy Allah hayırlıga bugün. O ayağımla bak gelin. Ne bulur bir kez. Gelin, uzun dünya bir de yurttun tupahına uyak baktın. Yurtqa bereket alıp geliyorsun. Aşılay bulhan gelin keyim. Yumakın düşken kilin baş üstünde Hırstalar kanat yiyip durur. Gelin, bardı yine akıratın yiyenleri yumsak. Onakın gelinge koyulu kurhatını gelin. Apay, kelindi yumsıtmayıp, giderek uyga alıp ineyigindi. Eseyin kuruna kalkan apayınman, eydeki dileklerimi eğitip bir fatikalarını birip kalan külüyüp kırıntı. Eye, burundan kalgan yulabı balakayım, burundan kalgan dürüp Fatiha etme iğeyini yaramay. Eyt deyindi Fatiha'nda. Eytirmen. Kemik kırıp yatırga bularım da. Doktor, işlep deyin o. Yola utkar o kemik buhun diye. Eydir hudum çok benim, mekar güzel görelim. Kulundan, odun gümüş satırı adamıktırın kulundan. Mekar güzel görelim, kulundan, odun gümüş satırı adamıktırın kulundan. Bugün yaman bulmağın, yaman kuyen bildire. Bugün yaman bulmağın, yaman kuyen bildire. Hayalinde kadir bul, niyetlere edir bul. Kesinlikle ulu bul, ululardan bulu bul. Hayalinde kadir bul, niyetlere edir bul. Kesinlikle ulu bul, ululardan bulu bul. Ululardan bulu bul. Yetti indi apay. Anlaşıldı, bitindi barıqla. Hazır eyti bitiren, hazır. Diydigini eyt var. Aşıkma, ne kıtlakmet, iğe kilgen kilif koy. Asmasalı, aşıkma. Gürşü hakkı, gür hakkı. Unhız usaktır gizme. Kayne kilin tuprağını kadirle. Eytir hüdüm şu minin. Kutum bilen kilin. Bitti mindi eytir hüdlerin. Bitti. Eytir dileklerimi eytip bittim kilin. Eytir kaddığa kılıp alayım hali. Ya gelin, ay yedene kurhat indi bizge. Bana, yemirekeyim. Üzün yaşayasek, kursat kıbır, yurtta kurigada vakıtın yetti. Ey yemirekeyim, barabır üzümdeki buldu bite. Buradayım kayım, böyle kolonumdan haklar üzümüzdü. Önüme buldu şimdi. Kim bitmine kilin tügül, kayna alıp kaytkazın. Vatu kanı, dıganı. Tın taktıra bültüre yazığız Allah kayıp. Başıma sepere kiltirip yapmaz da hilzemin bulardan öttegin. Mineyden, reseyden sikke alıp sap gitmezdir. Lufka vayda oltırıp yeri üzeri. Bir gerekir kızılday. Tirlep düşkende, kalp kıyaklarım irip gitkendey buldu. Yaş tağında urlana. Bana urlaylar tep yürügeynim Allah'a şükür. Urlanmagaynim eli nasip buldu Allah'a şükür. Degenler kovaydın eyden. Arakığına yakın buldu. Üstakırım aranı. Kıydırak gelip yettiler. Şunakığına kıyınarak buldu. Allah'a şükür. Ben eyden. Kıtlak ne? Akkilet kayındırmayı kızmanayım. Ayda bana bir. Gel
тәкәләштеп йөри торгас, Аллага шөкер, килдем. Әйдәү. Эй, Аллага шөкер. Аллаһы боерһа, туйымды үзем үткәрем, бөтә юлахына туры килтереп. Әйдәгез. Туй итәбез Аллаһы буерһа, бөтә юлахына туры килтереп. Кайда калсабыз кыл? Егетләр мүгәләпкә инде. Олай булгас, йылы келәткә инде. İstede yana yürek, istede yana yürek, yana yürek, yana yürek, yana parlar bir kere. Vay illere, 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 güllere, bol illerde kıtlar yıllar kaldı hasta güllere. Vay illere, 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 güllere, bol illerde kıtlar yıllar kaldı hasta güllere. Kızı uğrap bulmadı, ev yollar tutmadı. Şola ilgen ondarada yeritlerde olmadı. Vay illere, 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 güllere, bol illerde kıtlar yıllar kaldı hasta güllere. Vay illere, 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 güllere, bol illerde kıtlar yıllar kaldı hasta güllere. Bol illerde kıtlar yıllar kaldı hasta güllere.
Готовы? Хәерле көн, хөрмәтле дуслар, кадерле бәгесләр, онлайн тамашачылар, фестиваль кунаклары. Хәерле көн, хөрмәтле Фидан Альфредулла. Сезнең барыгызга бүгенге көндә республикабызда узган Туй фестивале байрамында ихлас күңелдән тәбрикләйбез. Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас на открытом обрядовом онлайн-фестивале Туй Юлаха. И с удовольствием предоставляем слово для приветствия участников открытого обрядового фестиваля Туй Юлаха главе администрации муниципального района Шаранский район, Республика Башкортостан Фидану Альфредовичу Ишумгулову. Туй Юлаһы асык йола фестивале үтә. Мәдәни сарала республикабызның һәм Рәсәйнең төрле төбәкләреннән үтәһе 83 иҗади коллектив катнаша. Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в Шаранском районе. Сегодня у нас во второй раз проходит открытый обрядовый фестиваль Туй Юлаһы или по-русски свадебный обряд. Данный 2018 года. Фестиваль собирает творческие коллективы, руководители фольклорных коллективов и отдельных исследователей, любительские коллективы, сохраняющие и пропагандирующие традиции народов Башкортостана. В этом году в связи с регионов России. Фестиваль имеет большое значение для развития традиционной культуры народов многонациональной республики. Праздник способствует укреплению единства народов Башкортостана, их духовного... Спасибо большое за добрые слова и пожелания. Дорогие друзья, мы продолжаем
наш праздник, и я хочу предоставить слово заместителю генерального директора и руководителю Центра ассоцианов Республики Башкортостан Нафисе Булатовне Тулыбаевой. Конкурсқа қатысушылар, бұл салон ойыншылар, әлбетте бүгін тізім янағылға итілерін, әмі заманшылай, дүршілі шарттарға лашығын сәлемдер келтірілін. Бүгінізге қаршы, ол бүгін бейлерішке сығалмай, екінші командировкалар Артур Айдарұлы Алибаковтың білдәлі болуынса, біздің республикалар түрлі саралар давам ете, олардың біріне әлі тоқталғаны жоқ. Шуға күрә бірінші тапқыр өткен жылда башлап өткәрілген той йолалары фестивалі Гүлгүн Ағалитовна, Залия Асфандияровналарына, Рифат Хитбештер һәйбәт белә бұл фестивальді башлап бүгін бұның екінші тапқыр ошындай матур өтіп баруы біздің үшін бик көйіністі хәл. Ең біріншісі бұл фестивальді қабыл еткен әлбетте Шаран районына рахмәтті әйтке келеріне. Бұл Рамис Раисовичтің да өтінісі, бигрәк тә Фидан Альфирович Хедге бик зур рахмәт, һеҙҙең команда етәкселек ярҙамы менән беҙ таштарҙы ла, тауҙарҙы ла аҡтара алабыҙ. Беҙ быны яҡшы беләбеҙ, сөнки республика халыҡ ижад үҙәгенең йыл әйләнәһенә үтеп торған байрамдары тик урындағы, райондарҙағы, ҡалаларҙағы етәкселек менән һәм беҙҙең әлбиттә мәҙәниәт өлкәһендә, сәнғәт өлкәһендә эшләгән билдәле шәхестәребеҙ, ғалимдарыбыҙ ярҙамы менән генә үтә. Бына был бүгін дә дәлил, бүгінгі көн дә уның өсөн дәлил. Дорогие друзья, мне очень приятно вас всех видеть, всех приветствовать от имени Министерства культуры Республики Башкортостан, от имени Рамиса Раисовича Алтынбаева, который, к сожалению, не смог, сам выходец из народа, работал в Центре народного творчества, поэтому я с особым удовольствием передаю его слова приветствия вам. Артур Айдарович Алибаков сегодня занят огромными проектами, это Яшлыкшов Амхалукай. Мы понимаем, что сегодня Республиканский Центр народного творчества проводит очень много мероприятий. Но начиная открытый обрядовый фестиваль Той Йолахы, мы понимали, что мы хотим, какие цели мы преследуем. Кто когда-то прикоснулся к истокам народного творчества, кто-то там работает, кто-то только приступает и становится членом нашего огромного самодеятельного, любительского творчества, они прекрасно понимают, если мы где-то упустили направление жанра, остановили мониторинг, или же не наблюдаем, или же не оказываем методическую помощь, тут же начинаем терять данный вид жанра. Это касается и, конечно же, Той Йолаха, семейного творчества. Мы сегодня прекрасно понимаем, что 83 заявки, 43 муниципальных образований – это очень хороший показатель. Учитывая пандемию, я думаю, что мы с вами смогли, потому что ни один человек не сделает огромную работу в одиночку. Круглый стол, приуроченный к нашему хорошему фестивалю, которому мы, естественно, возлагаем очень большие надежды, поскольку сегодня, работая в такой ситуации, мы понимаем, что в каждой ситуации нужно найти рациональное зерно. И нам пришлось с апреля месяца провести очень большую работу не только с работниками культуры, но и их семьями, теми семьями, которые занимаются творчеством, промыслами, ремеслом. И это все дает положительные результаты. Потому мы думаем, что обрядовый фестиваль Той Йолаха, он нам нужен. И мы дальше собираемся его расширить. И приятно, что этот фестиваль становится брендовым мероприятием Шаранского района. Мне кажется, и для нас это было открытие. Мы понимаем поддержку, мы понимаем очень хорошую подготовку и, самое главное, желание проводить такие мероприятия совместно. Это дорого стоит. Поэтому огромное всем спасибо. И когда задумываем какие-то новые мероприятия, мы советуемся с нашими учеными. Поскольку весь опыт, весь ум, все знания, умения, навыки народа зафиксированы и изучены нашими учеными, нашими.
Шугагура, где-то мы, если у нас есть сомнения, мы обращаемся им. Вот круглый стол, который организован в этом году вот именно в таком формате, он тоже, я надеюсь, нам принесет какие-то новые направления. Может быть, нам новые подсказки вы подскажете, уважаемые ученые, уважаемые участники круглого стола. Не только центр, чтобы не осталось у вас впечатление, что Центр народного творчества что-то навязывает. Нам хочется побольше изучить, побольше знать, какие моменты свадеб остались у нас в республике, у наших народов Республики Башкортостан, поскольку потеряно многое. Особенно сидит сама мэтр Розалия Асфандяровна, которая всю жизнь изучает свадебные обряды. Поэтому здесь, наверное, есть моменты, где нам есть над чем задуматься, так ведь, и нам есть в каком направлении поработать вместе с вами. Кто, если не мы? Поэтому у меня не только приветствие, я должна сегодня обещала рассказать пару веселых моментов башкирской свадьбы. Башкирцахилергам Руссана. Я не говорю, не сектилей. Руссана, башкирт тілінде яңырағанайдылар, рус тілінде егесірек іштілер. Сегодня мы получили, то есть проживаем именно в такой момент, в нашей жизни происходит очень много изменений. Но что касается свадьбы, то, к сожалению, мы можем констатировать, что мы потеряли многие моменты, многие очень ценные моменты для наших народов, моменты свадебного обряда. Да, где-то сегодня диктует жених и невеста, да, проведение свадьбы. Современная свадьба — это совершенно другое направление. Это как бы, наверное, по сценарию жениха и невесты, по сценарию родителей, практически свадебные обряды нигде особо не позиционируются. Но есть среди них очень интересные, сакральные даже, могу сказать, моменты, когда у мусульманских народов, особенно башкир-татар, с которыми мы сталкиваемся, да, практически всегда, в отличие от других народов, там остались, сохранились, например, никах, туйдары, и вот эти моменты, они стилизованные, но где-то сохранились. Наша с вами задача подсказать, изучить, подсказать. И, как недавно сказал Александр Васильевич Черных, по-моему, по свадебным обрядам, у нас очень большая конференция прошла по сохранению нематериального наследия народов Российской Федерации. И вот из Перми ученый подсказал, что свадебный обряд сам может не оказаться в реестре, в списке нематериального наследия, например, народов Республики Башкортостан, но отдельные моменты, отдельные обряды, очень красивые моменты, они могут быть и должны быть зафиксированы и внесены в список. Вот, на мой взгляд, башкирской свадьбе, я сама из южных районов Башкортостана, в башкирской свадьбе у ферганцев, у моего рода, например, очень интересные моменты куртлау, яки буйла. Это вот, наверное, свадьба сама по себе очень приятные, ожидаемые события, не только у жениха и невесты, родителей, но и для всего, наверное, села. Вот если вспомнить куртлау или же саварткалау, вот мне, например, пришлось, я все это видела в детстве, но когда была на свадьбе буквально, наверное, позапрошлом году, в Аймакском районе уже, начали саварткалау, то есть гонять гостей кнутами, нашлись люди, сватья, которые обиделись. То есть здесь идет незнание, здесь идет оторванность от корней. Я не собираюсь обвинять всех, но наша задача, уважаемые коллеги, особенно работники культуры и образования, общественные деятели, мы должны говорить и рассказывать. В этом и, в общем-то, наша самобытность. Например, я знаю, что саварткалау, то есть уже, как правильно будет Хлестание кнутом. Прощальное хлестание кнутом гостей.
К сожалению, не все термины я переводе знаю на русский, поэтому... Вот когда заканчивается уже свадьба, людей, то есть сватьев уже можно провожать, Сабарткалау в конце свадьбы. Например, такой случай очень интересный, зафиксированный уже. Молодой человек приехал, там дугалар накиллер, как мы знаем, да, и каждая семья берет себе, угощает после большого свадебного обряда, угощает себе, забирает семью. И вот один, например, такой случай был, один из сватов, он, оказывается, приехал на свадьбу, но он, оказывается, был второй женой. Ну, это было в то время, второй женой разрешалось там, в то время, и он никак не хотел уехать из этой свадьбы. И думал, очень долго думал, и с девушкой поговорить не удалось, и уехать просто так тоже не хочется, потому что он очень уж хороша была, полоса. И он спрятал свою... Он тут судовать мог, И дугахын яшеріп қояды деп қалады. Спрятал, и то есть без этого снаряжения уехать он не может. А всех нужно проводить, время уже вышло. И вот он начинает искать и говорит, пока не найдете мне все, я не уеду. И вот все начинают искать его потерю. И он ходит, оказывается, вот там такмак, шындайрак балайды. Табыл дуга, нишлеп югалдың дуга. Хин табыл, здесь ни в коем случае нельзя обязаться. И он вместе со всеми, кто ищет, молодые люди, ищут его снаряжение. И тут он говорит, табыл так, там... Табыл дуга, продолжаем. Табыл дуга, табыл юг табылма хин дуга. Хин табылды нихан дуга, қолға түшмей бит, қоласа түшмей бит қолға. То есть кто-то подслушал, узнали, что клап қайтарма керек. То есть нужно гнать их быстрее. Он, оказывается, вот так вот, у него были свои мысли коварные, да, чтобы заполучить красивую девушку. И вот вроде как после этого они быстро сделали, соорудили свартка, камсы, ну, и их начали гнать. Шуточно, весело, но чтобы искупить свою вину, как будто вот этот сват деньгами одаривал этих девушек, которые пели, танцевали, угощали. То есть после этого есть вот слово «сварткалау» и обряд по пайтару, «сварткалау пайтару», и то есть провожает вот таким образом, именно вроде как выгоняет их из-за двора, где проходило свадебное пиршество. Но как бы там ни было, на сегодняшний день вот этот обряд он сохранен. Редко встречаем, но нужно, мне кажется, говорить, рассказывать и показывать. Поэтому я думаю, если даже мы где-то с вами найдем небольшую изюминку в вашем свадебном обряде, то нужно за них хвататься. Разве круглые столы, семинары обучающие, они все будут нужны, и, в общем-то, выполним мы с вами нашу задачу. Вот о чем я хотела, в общем-то, рассказать. Пожелаю всем удачи, успехов, именно пусть пандемия отступит, и мы с вами встретимся, Аллах верхат. В 2022 году у нас предстоит огромное мероприятие. Это год народного творчества и нематериального культурного наследия в Российской Федерации. И, как нам обещали в Министерстве культуры Российской Федерации, будет проходить с вами. Саламатлыкта күрешәйек, иминликта халыкта эшләп, ванып кайтырга. Большое спасибо, Анекса Булатовна. И, дорогие друзья, мы продолжаем, мы начинаем нашу работу круглого стола, веков связующая нить открытого обрядового фестиваля конкурса Туй Юлага. И с удовольствием я предоставляю слово нашему модератору, доктору филологических наук, старшему научному сотруднику Республики Башкортостан, кавалеру ордена Салавата Юлаева, председателю жюри. Рахмәтле был күренештең энергияһы менән, яхшы сәламдәре менән һеҙҙең менән уртаҡлашабыҙ. Һәм гүзәл, матур шаран ерендә ошо байрамдан һуң тағы ла ҡот артыр, ҡеүәт артыр, балалар тыуыуы артыр дип уйлаймын. Сөнки туй энергияһы, туй ҡото, туй сифаты ошоға мәртәбә итә. Дорогие друзья, дорогие онлайн наши слушатели, конкурсанты и уважаемый президиум,
Мы приветствуем еще раз этот день, этот высокий форум, ответственный форум, и начинаем нашу работу. Свадебный обряд и конкурс, посвященный свадебному обряду, один из самых сложных, но самых позитивных, самых ответственных и самых сильных солидаризаций. Свадебная культура проходит через сердце каждого человека, и потому он очень уместен и очень проникновенен. И мы надеемся, что проведенная нами работа будет своего рода метафорической вакциной против страха, угнетения, каких-то ненужных эмоций, которые ныне овладевают человеческой психологией. Во все времена были тяжелые, были очень тяжелые моменты, но не ломался человек. Был голод 21 года, была война 45 года, 41 по 45 год. И сильным, и такие люди и выигрывали билет в будущее. Свадебный обряд распространяет идею любви, добродетели, дружбы, укрепляет народы, укрепляет макрокосм семьи, государства, родины, потому что это сильнейший механизм, в котором главенствует папа. Этот код, он распространяется в этом очень удачном проекте Гульгины Валитовны и Баймурзиной и всего центра и министерства. Благодатная шаранская земля меня приятно удивила в прошлый раз и сейчас. Я хочу понять эту географию, хочу понять язык гор, лесов, откуда произошел Шаран. И задаюсь очень интересными вопросами, интересными откровениями. Примите большое наше благодарение от имени жюри, от имени меня лично, шаранский народ, шаранская земля и, естественно, руководитель этой земли, молодой, перспективный и, как всегда, который народ всегда возлагает своему правителю, повелителю большие надежды, Фидану Альфиру организацию работы. Буквально как часы работают все сотрудники, вся команда. И Артему Витальевичу огромное спасибо. И все печатные продукции, все, что полагается в этом онлайн-формате, приписывается по протоколу, все идет очень хорошо. Огромное вам спасибо. Надеемся, после этого праздника тоже произойдет хорошие изменения на этой земле и во всем Башкортостане. Мы распространяем тепло, радость, дружбу. И нет предела совершенству. То, что мы сегодня просмотрели, вчера просмотрели, оставляет очень хорошее впечатление. И Юлдашу Мухаматовичу, кандидату исторических наук, руководителю Центра социокультурного анализа Института стратегических исследований Республики Башкортостан. Карта башкирских родов и деревень Шаранского района. Все доклады, все выступления Юлдаша Мухаматовича всегда мы слушаем особым интересом, особым вниманием. Пожалуйста. Рад приветствовать и находиться на этом прекрасном мероприятии. Действительно, очень удачная задумка. И более того, очень удачно то, что выбран для этого Шаранский район. Я здесь третий раз в жизни, но каждый раз, приезжая сюда, он меня просто поражает, удивляет и своими людьми, и отношением. В первый раз я был здесь в 2014 или 2015 году, когда делали историю башкирских родов, многотомник. Буквально мимо просто проезжали, и дай, думаю, заедем, просто так заедем. Там Заитово, по-моему, деревня есть, или она Нижний Заитово называется. Ну, кыргызская деревня, я уже по родам все это ориентируюсь. И люди, которые там его обслуживают сейчас, так с душой относятся. Второй раз я уже был 2 года назад, когда проходил впервые фестиваль Туй Йолага. Тоже меня поразило отношение, как и организация меня поразила на самом деле. Вот, казалось бы, Шаранский район находится между такими
двумя серьезными районами, Да. там Туймазинский район с Октябрьским, да, а с другой стороны там Бакалинский и Лижский районы, то есть это, ну, давайте откровенно, сильные районы, да, а и Шаранский район, вот именно он не позволяет, так сказать, уступать в этом, какие-то скидки делать. И сейчас, вот я когда сюда ехал, я так со скепсисом, наверное, думал, ну как они сейчас выкрутятся? Вот. Как можно сделать так, вот в это время провести вот такое мероприятие? Ну ведь сделали, и удивительно, вот у меня огромная благодарность и руководству, и особенно работникам культуры, молодцы, конечно, молодцы. И вот с удовольствием сидел, смотрел, конкурс проходил и так далее, ждал своей очереди, когда же мне предоставят слово, чтобы я мог восхититься. Вот так. Восхититься Спасибо. Шаранским районом и его жителями. Молодцы, конечно. И, конечно, Шаранский район мой, наверное, один из самых любимых районов, вот, особенно после этого дня. И мы сделали с нашими коллегами один интересный проект, запустили, это создание вот таких маленьких брошюр. Это, конечно, по всем районам мы сделали, но и постарались здесь включить, в принципе, всю вот такую в сжатой форме информацию, которую, как нам кажется, заканчивая пенсионером. Здесь, которые сидят в зале, люди, они уже получили эти образцы, эти экземпляры, этих брошюр и справочников. Это достаточно большая работа. Параллельно мы сделали еще карту башкирских родов. Присутствующие здесь могут ее в фойе наблюдать, посмотреть, потрогать руками, найти свои деревни и так далее. То есть окунуться, можно сказать, в мир такой этнографии. И на что бы я хотел обратить внимание, вы, в принципе, можете, к сожалению, у меня нет возможности прямо вот так показывать вам, но кто сидит в зале, наверное, подряд уже могут листать, смотреть эту брошюру. На первой странице, собственно, мы хотим, собственно, общая информация о районе идет. Дальше многонациональный, любой район у нас многонациональный в Республике Башкортостан. И, конечно же, здесь мы не обходим внимание ни один народ. Здесь и татары, и чуваши, и башкиры, конечно, и русские, и так далее. То есть процентное соотношение здесь тоже их дано. Вот. Потом дается такая общая карта башкирских родов интересными фактами. Например, когда появилось название Башкирия. Вот сейчас же говорят там Башкирия или Башкортостан, кто-то спорить начинает. На самом деле никаких там здесь поводов для спора нет. На самом деле термин Башкирия, он существовал именно в этом, так сказать, прочтении, но немножко в измененном, Баскардия. Это термин, который, да, можете, собственно, карту поднять сюда, и можете с краю где-то установить. Это карта Шаранского района? Это карта башкирских родов. Башкирских родов. Северо-западных башкир. У нас есть общая карта, но я подумал, что здесь больше уместно будет именно северо-западный регион. Вот если с краешку просто, чтобы... Или сзади. Вот с краешку, где... Или сзади. Зрителям будет очень интересно визуально посмотреть на эту карту. Не видно. Давайте или сзади, а так не видно. Давайте сзади нас прям поставьте. Здесь главное контуры просто видеть, да, чтобы я примерно показал, в чем специфика расселения башкирских родов. Да. Почему? Есть у башкир родовая система. Это мы, собственно, тоже рассматриваем в этой брошюре. Вкратце ее, так сказать, описываем. В Шаранском районе конкретно проживают два рода. Это Елан на востоке и на юге. И на севере, на северо-западе проживает род Кыргыз. Собственно, деревня Нижнезаитово называют. Нижнезаитово, Зереклы, Барсукова, собственно, это деревни кыргызские, а уже на востоке Юмадыш, Тархан, Новотурбеево, это, ну, вот эти вот районы, это уже еланские деревни. Более того, есть тамьянские рода, тамьянский род, деревни, ну, наверное, догадались, уже деревня, сегодня она называется. Вот. Ну и, конечно же, большинство деревень, они смешаны там с тептерями, с татарами, с чувашами. Вот.
И также в этой брошюре дается и языковая. Но языковой вопрос, наверное, оставим на потом. Я бы здесь хотел обратить внимание, вот у меня за спиной находится карта. Я сейчас вам покажу наглядно. Лучше стоя показывайте, да. Все видно, все нормально. Да, я думал, отсвечивает. Вот смотрите. Нет, нормально. Вот то, что я показываю зеленым цветом, это территория рода кыргыз. Почему я попросил сюда вытащить эту карту? Вы можете ее скачать на сайте, в группе ВКонтакте Безбашкортлар, прямо находите Безбашкортлар группу. И там мы закачали файлы и можете в онлайн режиме смотреть всю карту. Это только северо-западные башкиры, а вся карта, она большая, она просто здесь не поместилась бы. Там более 2500 населенных пунктов мы внесли. Здесь, да, вот Шаранский район, вот он. Почему? Вот смотрите, вытянутые территории. Еланцы, другой род, это уже вот, опять-таки, берем Шаран, вот он Елан. По всей вот этой северо-западной Башкирии. С чем это связано? Вот Ильдяк то же самое. С чем это связано? Дело в том, что у башкир было полукочевое хозяйство. И понятное дело, чтобы кочевать им удобнее всего было вдоль рек. Поэтому территорию они свои вот так вот и водный путь. Зимой-то по рекам ходили. Это же дороги, проспекты, можно сказать. Да, вот Салат-Юлаева же есть в Уфе, вот то же самое. Ледовый проспект. Да, Ледовый проспект. И, собственно, когда шло оседание башкир на землю, они занимали самые привычные для них и выгодные места. Да, ну, собственно, если посмотрим, например, на гайнецкие башкиры, они вроде как в одной тоже вот такой вот, в одном месте, да, но все равно они за пределы бассейна реки Тулва не вышли. То есть все равно там, где они кочевали, там, где они поили свой скот, там, собственно, они и осели. И здесь практически то же самое. Вот. Поэтому, собственно, когда мы смотрим на карту башкирских родов, мы, собственно, увидим, что многие рода вот так вот буй-буй просто вот так вытянулись и, собственно, расселились. Почему у башкирам важна была родовая система? Зачем она нужна была? Дело в том, что это связано с собственностью на землю. С вотчинным правом на землю. Это, наверное, термин вы многие слышали. Дело, когда башкиры входили в состав российского государства, они входили с условием. Да, ну, башкиры были воинственные, а русское государство только взяло Казань, и оно боялось как бы за свои восточные границы, за то, что оно упустит эту Казань. И поэтому они заключили, можно сказать, такой договор с башкирами, согласно которому башкиры, собственно, получали, точнее, их земли не получали даже, они регистрировали, можно сказать, легитимизировали свои вотчинные права на землю, на вечное владение, так сказать, да. Ну, эта традиция достаточно, скорее всего, и в ордынский период эта традиция существовала, когда хан просто давал, легитимизировал эти земли. Поэтому башкирам для того, чтобы сохранить свое вотчинное право на землю, нужно было сохранить род. Вот сейчас, если возьмем свидетельство на землю или свидетельство на машину, например, там написано имя, фамилия, отчество одного человека. То есть у нас один человек является собственником. Здесь же собственником на землю был не один человек, а весь род. Поэтому важно было сохранить род, и отсюда такое отношение к родословным. Вот мы все думаем, что вот эта традиция башкирская, да, а вот она отсюда идет. Нужно было земли свои беречь, нужно было обосновывать. Вот кто юрист, он поймет, есть термин такой источник права. И вот Шежере и было тем самым источником права. Если мы посмотрим на оберегательные грамоты русских царей, то мы увидим, что они просто цитируют те же самые Шежере, те же самые родословные. Да, то есть просто взяли переписчик, там, который переводчик был, в канцелярии сидел, просто взял, просто переписывал родословные Шежере и делал на их основе грамоты царя. То есть это был, Шежере был юридическим документом, и поэтому, собственно, знать, где границы твоего рода, знать, какое Шежере, знать,
атрибуты рода, там Кошо, Тамгага, Агасы и так далее. Это все было архиважно, это было жизненно важно. Это не просто какой-то архаизм остаточный, да, там, и так далее. А это все было живое, все это жило. И причем, надо сказать, вотчинное право, вот если мы посмотрим вот на вот эту всю систему, оно, давайте посчитаем, оно сформировалось в период Золотой Орды, можно сказать, теоретически, а может даже еще раньше. Потом Золотая Орда распадается, появляется Казанское ханство, Ногайская Орда, Сибирское ханство, еще ханство. Родовая система башкир исчезает, приходит Московское царство. Московское царство превращается в Российскую империю. Это само по себе большое тяжелое событие в праве в плане даже до начала 20 века. И русские цари, императоры продолжали подтверждать вотчинные права башкир на землю. Причем принимая русские посольства, русские башкир как иностранных послов. Удивительно, да, ну, обряд такой просто не сохранился, да. И каждый раз приходит новый император, он подтверждает вотчинные земли. Приходит новый, там переворот дворцовый, да, и опять новый император, опять идут башкиры подтверждают свои права. Вот интересно такой тенденция. Вот вопрос поступает. Какие рода жили на Шаранской земле? На Шаранской земле жили два основных рода. Это Елан и Кыргыз. Вот. Елан и Кыргыз. Ну, есть вкрапление тамьянцев. Ну, где только тамьянцев нет. Они вот почему-то такие очень активные были в плане переселения. Особенно на запад они очень активно переселялись. Род Кыргыз имеет отношение к современным кыргызам? Род Кыргыз, ну, по мнению Кузеева, род Кыргыз, он считал, что это связано с древними кыргызами, с современными кыргызами они достаточно слабо связаны. То есть это, можно сказать, такая первая волна миграции таких прабашкир или древних башкир, как он их называл. Вот. Но есть, конечно, и другие мнения, но в данном случае кузеевское мнение Кузеева, оно, Раиль Гумеровича Кузеева, оно, в принципе, на сегодняшний день остается актуальным. Вот, уважаемые коллеги, вот привез сюда тираж брошюр. Я думаю, в последующем мы распространим эту карту, растиражируем ее, тоже это придет к вам. И да, вот так выглядит брошюра, к сожалению, не видно издалека. Вот. И, собственно, я ее передал представителям администрации. Я думаю, что работникам культуры, до работников культуры и работников образования она дойдет. Да, и, собственно, и надеюсь сотрудничать с вами, и вы будете познавать, мы вместе будем познавать нашу историю, наши корни. Спасибо большое. Я бы хотел просто анонсировать, я не знаю, выйдет ли на связь авторы вот этого справочника, тоже прекрасный труд башкиры Шаранского района. Это справочник по северо-западным башкирам, по каждому району выходят такие материалы. Брошюрка «Без башкиртлар», она имеет такой очень аннотационный характер, в сжатой, в яркой форме, в максимально простой форме подачи, то здесь уже расширенная информация, чтобы люди могли ориентироваться. И это анонсировать на случай, если вдруг экспертам не удастся выйти на связь с нами. Спасибо большое за внимание. Спасибо большое. Как всегда, Юдаш Мухаметович, очень содержательный и глубокий доклад. Спасибо вам большое. Он всегда заинтересовывает читателя, заинтересовывает слушателей личностью, показателем национальной принадлежности народа. Язык такая гибкая, такая могучая и вечно живая модель. Она живет со своим народом очень долгие времена, и ее невозможно и нельзя вытравливать. Если ганинцы разговаривают «Ильдам кай, бардам кай, урмадагизм кай», это не значит, что они ганинские татары. Это буквально абсолютно неграмотное обозначение этноса, потому что у татар нет такого понятия, как род. Или же наши предки, наши великие беи разговаривали на древнетюркском, на старотюркском и писали так: «Белингизляр, кулаңызга алыңызлар». Вот как разговаривали Ханзафар бей, писал свое шажаре.
Именно великий, я думаю, мудрец, повелитель, одним из первых, который воссоединил, проявил интерес к воссоединению, федеральному соглашению Башкирии с Русью, Ханзафар Бей. И много можно привести примеров. И когда сейчас непосредственно шаранский народ, шаранская земля, шаранские жители Шаранского района обратят внимание на свои корни, какие у него Кыргыз, Яльдак, Елан, они найдут огромные живые родники для своего сердца, для своей души, для своей ментальности и для своего же спасения своих детей, потому что тот, который растет на духовных корнях, стоит крепко, он и будет во всех жизненных бурях стойко стоять. Это аксиома, на которой держат все нации. Спасибо вам большое, Евгаш Мухаммедович. Сейчас я хочу предоставить слово известнейшему хореографу, знатоку башкирских танцев и танцевальной культуры, могу сказать, ученику великого Файзи Гаскарова. Вклад этого человека очень велик в культуру Башкортостана. И когда человек говорит танцами, когда народ говорит танцами, он никогда не умирает. Когда народ не теряет свои танцы и по земле ступает на ступнях хорошо, устойчиво, этот народ будет стоять на земле крепко. Вот такие танцы утверждают. Это человек, личность, лауреат республиканской премии Салавата Юлаева Риф Фатыхович Габитов. Почему я обращаю к нему такое слово? Дело в том, что ни одна свадебная сцена, ни один свадебный эпизод, ни один свадебный обряд ни у одного народа не проходит без танца. И танец в обряде – ключевой момент. Он может передать очень многие вещи. Раньше сваты раньше объяснялись даже не словами, а языком полотенцев, предметов, монет и танцев. Спасибо, я даже растерялся, так мне представили. Не надо теряться. Пожалуйста, позвольте, Рифат Игоревич. Но я все-таки хочу, раз пользуясь случаем, поблагодарить Юлдаша Мухаммедовича за то, что такую большую громадную работу они делают, просветительскую работу именно в этом направлении. Вот. И их, может быть, команда Рафаэл Асулгузан, Салат Хамидулин, их мы знаем, видим, я вижу, допустим, в интернете, их читаю, их активные пропагандистские работы есть, наблюдается. И сегодня утром мы заметили его практическое существование или последствия. Сегодня вот таких разговоров находится. Поэтому я, во-первых, благодарю вас за это дело. И хочу сказать, что с этими учеными, молодыми учеными, активными учеными не первый раз встречаемся на таких мероприятиях, придают значимость нашим мероприятиям, к нашим. Самое сначала переполняет, оттуда только начинается танец. И, соответственно, мы на свадебных мероприятиях, на показах много танцев увидели. Я очень благодарен и горжусь тем хореографам, их присутствии, подготовки этих записей видно, и присутствие хореографов хорошо заметно. И сразу вот Аслин Железин отмечает, вот здесь работал хореограф. Здесь работал хореограф. Но поэтому без танцев тоже никак. Но я хочу все-таки вернуться именно к сегодняшнему мероприятию. Мы, члены жюри, в основном, уже второй раз присутствуем в 2018 году, когда этот праздник, фестиваль первый раз организовался. И там было более в традиционном стиле, было в традиционном формате, с участием живых исполнителей и артистов. И хочу поблагодарить, если любое мероприятие
даже свадьбу надо организовать. Да. А тем более фестиваль, тем более надо организовать и иметь сначала сначала должна зародиться идея. Идея, как я понял, возникла, зародилась в голове у нас уважаемый Гульбина Валитовны, Центра народного творчества в 18 году. И ее эту идею поддержала администрация Шаранского района, тогда молодой, энергичный, красивый, симпатичный Артур Ильдарович подхватил, и он, который столько материалов собрали, 83 коллектива, все это расположили, какие-то самые, как анализ сделали, что, зачем и так далее, чтобы жюри мог работать беспрепятственно, без тормозов, чтобы все шло гладко, без остановок и так далее. Эту работу, я думаю, мои коллеги согласятся, они сумели организовать. Вот сказали, что 83 коллектива участвовало. Я немножко там прикинул, если взять в среднем где-то около 20 человек было, где-то больше 100 человек было. Всего участвовало около 2,5-30 человек, принимали участие в проведении вот этого праздника. Но это невозможно было бы провести офлайн, так сказать, и то, что проходило онлайн, тоже имеет свои плюсы. Поэтому администрации, всем работникам отдела культуры большое спасибо. Надеюсь, фестиваль будет дальше жить, и другие последующие разы тоже будут приобретать какие-то новые формы, что-то будет новое находить, и свадьбы они обретут жизнь, не только останутся там как фольклорный материал, но и жизнь. Это видеоролики, которые показывают, что многие свадебные обряды и продолжают жизнь, сегодняшней жизни, современной жизни. Спасибо. Очень. Спасибо, Рифат Игоревич. Действительно, танец, свадебный танец, это очень интересный язык жестов, это очень интересная модель информации. Это тот мир действия, когда участник свадьбы не имеет права на вольности. В свадебном эпизоде каждое слово, каждая интонация, каждый жест имеет меру. И если человек переступает эту меру, он нарушает функцию. В этом я убеждалась, когда я сама ставила свадьбу с великим Рифкатом Исрафиловым в театре имени Мажита Гафури. Когда они танцевали на подносе, я ставила этот танец. Поднос ставит, и каждый, кто там танцует, ему на ноги должны бросать монеты. Ну и начали бросать не только монеты, и бумажные деньги и так далее. И всех этот звон так заинтересовал, начали все желать, разрешить, давайте я тоже покажу танец. Я говорю, нет, здесь не показывается мастерство, здесь ролевая функция. Это к слову. Очень интригующий момент нам предлагает. Интригующую тему предлагает старший научный сотрудник Центра изучения гражданских инициатив Института стратегических исследований Республики Башкортостан, кандидат философских наук Асылгужин Рафиль Арифгатович. Тема его сообщения «Безбашкортлар, Шаранский район». Пожалуйста. Да, Рафиль Арифгатович. По зуму, пожалуйста. Когда я ездила в своих экспедициях многочисленных в Бакалинский район, деревня Мустафа, Балыклы, в 1984 году, старики мне говорили: «Балам, без башкортлар, без юрми башкортлары». И вот эти Бакалинский, казалось бы, район, они себя называли без башкортлар. Вот еще раз повторяю, что звучание звуков, отдельных слов, похожих на татарский язык, это еще не значит твою национальную идентичность. Вот они говорили, что они юрми башкортлары. Рафиль Асылгужин, пожалуйста.
Вот здесь Башкортлар, Шаранский район. Когда... Ага, пожалуйста, вы на связи, да? Вы нас слышите? Вы нас слышите? Рафиль Рифгатович, вы нас слышите? Да, я вас слышу хорошо. Добрый день, пожалуйста, вам слово предоставлено. Вы меня слышите? Да. Поблагодарить за помощь наших краеведов, за музейных работников, в издании наших справочников и брошюр. Вот Юлдаш Мухаммадович показывал нам вот эти замечательные брошюры, они бы не смогли состояться без вашего активного участия. В первую очередь я хотел бы поблагодарить Шаранский музей. Часть материалов Шаранского музея попала вот в эти наши замечательные брошюры. Я уж подробно не буду о них говорить, Юлдаш Мухаммадович уже про них рассказал. Хотел бы только очень коротко сказать, что благодаря этой брошюре, люди, которые будут читать, видеть эти брошюры, журнальчики, они смогут очень быстро составить свою родословную своего рода, своего села, понять, представление будет у них, какие национально-этнические сословные группы проживали в их населенном пункте. Там есть информация о говоре северо-западных башкир, есть очень интересная информация о культуре, материальной культуре этого региона. Вот если так очень коротко. Ну, я бы сейчас хотел бы сказать вам, показать, наверное, вот этот, Юлдаш Мухаммадович, тем, кто в зале сидит, показывал вот эти справочники. Они выпущены уже по 14, где-то по 12 районам северо-западной части Республики Башкортостан. Справочник называется «Башкиры Шаранского района Республики Башкортостан», справочник по Бакалинскому и так далее, по этим районам. В чем ее специфика, в чем ее особенность? Мы надеемся, вы ее получили уже на руки. Вчера или позавчера мы ее отправляли в музеи, в школы Шаранского района, вот эти справочники. Там подробно такая дана информация по расселению, по истории этих деревень. В частности, в этом проекте я отвечал за историю деревень, за расселение, за историю деревень. Мы существенно дополнили материал Анвара Закировича Асфандиярова, дополнили новыми данными, новой информацией. Там дана информация также о сословных национальных группах, которые на северо-западе проживают. В частности, подробно рассмотрим вопрос, кто такие мещеряки, кто такие типтяри, кто такие башкиры-вочники, кто такие припущенники башкиры, служивые татары, служивые башкиры. Все это есть информация там также. Ну и особая ценность в этом справочнике заключается в том, что там, они, грубо говоря, благодаря этому справочнику люди, не выходя из дома, особенно это интересно в период, скажем так, непростой эпидемиологической обстановки, получив этот справочник на руки, люди смогут составить историю своего рода, вплоть до 6-го, даже 7-го колена для некоторых, поскольку там данные материалы как 17-го года переписи, сельхозпереписи 1917 года, так и данные материалы 1859 года по всем башкирским и башкиро-типтярским населенным пунктам, в данном случае Шаранского района. Вот такие замечательные у нас есть справочники, есть брошюры, пожалуйста, наслаждайтесь этими книгами, они даже нам самим понравились, очень приятно их листать, очень приятно, очень в сжатой форме. В нашей цветной брошюре дана информация, более развернута, вот в этом справочнике дана замечательно нужная очень информация. Последнее, что бы я хотел сказать, наша задача ученых не дать не оказывать какое-то давление, да, при определении своей религиозной или национальной идентичности, ни в коем случае, это некрасиво. А наша задача ученых, башкирских ученых, дать людям возможность быстро получить информацию о своем населенном пункте, быстро помочь им найти информацию о своем роде, то есть ответить на вот эти вопросы. И люди уже сами на основе материалов архивных сведений, на основе других нарративных источников получат информацию о своем роде, составят родословную, то есть и получат информацию о своей малой родине. Ну, это если очень коротко. Спасибо. Спасибо вам, Рафиль. У меня все, коллеги. Если есть вопросы, задавайте, я с удовольствием отвечу. Юлдаш Мухаммадович, что у нас за мной, кстати, висит карта. Юлдаш Мухаммадович просил показывать. Вот она. Большая карта, 3 на 2 метра. Он уже ее показывал. Ну, вот я не знаю, сейчас попробую приблизить. Вот там в той или иной степени подробно описаны и западные Башкирии, и северные Башкирии, южные, восточные, от Курганской области на востоке до восточных районов Татарстана, от Пермского края до Оренбурга на юге. Все этнически смешанные населенные пункты, все башкирские населенные пункты там показаны. Вот на этой вот карте, которая за мной висит, более 2, может быть, даже 2500 населенных пунктов там отображены. Очень интересная карта, пожалуйста, смотрите, наслаждайтесь. Она есть на многих наших ресурсах. Даже Мухаммадович, если что-то не так сказал, может подсказать, на каких ресурсах они есть. Спасибо, у меня все. Рафиль Рифгатович, огромное вам спасибо. Нас интересует, рядом с вами или в зуме не находится ли Салават Хамидуллин?
Да, Соловчик Младший сейчас звонил, он, к сожалению, не успевает, он на трассе, там связь очень плохая. К сожалению, я тоже смотрю, он еще не смог подключиться. Он пытался подключиться, не получился. У него он на трассе. Он очень извинялся, я хотел сказать, что он руководитель вот этого справочника, я один из участников, он руководит этим справочником, в том числе Башкирии Шаранского района. Ну, он есть на руках, я думаю, вы с ним ознакомитесь. Рафиль Рифгатович, спасибо вам большое за очень содержательное сообщение. В свою очередь хочу от имени нашей общественности, от и Шаранской земли поблагодарить вас, а также всех сотрудников этого института, Юлдаша Мухамедовича, Салавата Хамидуллина, и вас лично, и всех, кто занимается этой большой, очень ответственной реконструкцией корней нашего народа. И вы прикладываете сюда очень много сил, стараний, поисков. Так что пусть Всевышний одарит вас всеми успехами и радостями, откроет вам все пути. Аминь. Аминь. Потому что в Коране сказано: «Агар да хин үз кадеріңді білмәһәң, илеңдің кадерін білмәһәң, халқыңдың, мен хини икенче халык белән алмаштырырмын» дигән. Если мы не хотим быть смененными другим народом, и чтобы нас кто-то подавил, мы должны знать свои корни и знать себя. Спасибо вам большое. Следующее слово я хочу предоставить Редику Фирдаусовичу, режиссеру. Знаете, когда меня слышно, да? Когда просматриваю, все мы просматриваем свадебные эпизоды, всегда остается таким вопросом, большим вопросом: не хватает режиссуры. Не хватает хорошей, грамотной связки между этими эпизодами, танцами, песнями. Потому что в быту свадьба, она работает так или иначе. Она будет действовать на все массы, она достигнет своего эффекта, она будет обозначать все главные акценты, для чего собраны люди, почему не должны люди разводиться, почему они должны рожать детей, почему эта страна должна опираться на эти традиции. Свадьба отвечает быту. Но когда на сцену поднимается свадьба, это другие задачи. И тут именно нужна очень хорошая, тонкая рука режиссера. За 83 ансамбля из них мы можем выделить, пока где-то, на мой взгляд, где-то 5-6 ансамблей, в которых чувствуется хорошая режиссерская рука. А наш Редик Фирдаусович очень хорошо это чувствует, эту работу. И я думаю, чисто для рекомендаций, для пользования он может сказать очень полезные советы и рекомендации. Пожалуйста, вам слово. Спасибо. Құрметті конкурсанттар, онлайн режимде отырған қонақтар, һәмінде мында тамында отырған қонақтар, һәмінде бұл ердің қожаларына қабыл. Я буквально кратко и чисто по фестивалю, и то, что мы видели вчера и сегодняшний день. Поэтому, как Розали Пайтмашли, как она сказала, когда мы видим обряд вживую и когда мы видим обряд на сцене, это разные вещи. Потому что когда мы переносим обряд на сцену, тут нам начинает диктовать законы сцены, законы режиссуры, законы драматургии. И мы переделываем тот обряд, истинный народный обряд, маленько законы зрелищности. Потому что мы это должны показать зрителю, при этом не теряя никаких каких-то мелких, но важных моментов. Поэтому первая работа режиссера должна заключаться в том, что он должен изначально сделать хорошую исследовательскую работу над обрядом, далее анализировать все это и потом уже начинать перевоплощать, перегибать на законы сцены. Превращать его, так скажем, в зрелище, при этом не теряя, как говорю, никакие малейшие элементы. Поэтому можно вот так сравнить маленькие элементы с написанием, например, композитором каких-то нот на каких-то симфонических оркестрах. Потому что если мы во время симфонии, во время музыки потеряем хоть одну ноту, вся целостность, вся музыкальность произведения теряется. И тут такой же закон. Обряд не должен терять свою. Но как мы должны строить драматургию?
Есть разные варианты, но больше и ближе к обрядовым фестивалям мы должны там 3 точки определить для сцены. Это завязка, начало, да, потом у нее должна быть кульминационная часть и финал, это развязка. Вот по этим 3 точкам должна сюжетная линия и драматургия обряда строиться. Какой-нибудь пример назовите, чтобы нагляднее понятий на этом материале, что они видели. Да любой вот эпизод, допустим, следующий эпизод, самый распространенный, как они встречают невесту. Там просто что это говорят, вот эта встреча невесты, да, мы иногда вот видим такие моменты, хотят они вот, руководители хотят засунуть зрелищности, засовывают некоторые песни, и с этим песней они теряют сюжетную линию, какие-то теряются обрядовые части, какие-то теряются вот, какие-то куски, которые должны обязательно выполняться при выполнении этого обряда. Поэтому не надо увлекаться ненужными теми яркими вещами. Или там мы сегодня видели, вот нам пытаются они более яркие сделать, сделали яркие костюмы, яркие цвета, яркие кулисы. Вот это тоже мешает. Должно как-то, потому что обряд это не шоу-мероприятие, это более такое камерное, так скажем, на сцене вещь, где мы должны быть интимность всего этого сохранять. И чтобы зритель тоже не потерял след вот этой красной линии, зачем он должен следить, какие-то вот интересные моменты не потерять. Поэтому вот встреча невесты, вот, когда мы видели сегодня, не терять. Потом вот еще один момент, я вчера и сегодня увидели, потом вот Арзаляпа тоже у меня в одном месте. Есть еще у некоторых руководителей такая тенденция, приведу пример, опять же, встреча невесты, встречает невесту с медом, с маслом. Некоторые думают, что если больше беру мед, значит, это богаче будет смотреться, богаче будет невеста, богаче будет жить. Ну вот тут еще есть, да, вот тут даже, я думаю, то одно только вот, это, закон. А вчера мне Разалипа еще одну вещь сказал, что мед же она очень дорогая вещь. Это же сколько надо труда в пчелке. Поэтому ценность меда тоже нельзя терять. Ну и тут еще вот, как режиссер, и я замечаю еще закон эстетики сцены. Мы должны все это красиво подать, чтобы в нее не текла с рта, не текла с ложки, вот эти моменты учитывать. Вчера мы видели вот такие моменты в некоторых обрядах. Поэтому тут уже эстетика сцены должна всегда диктовать, и при этом, я еще раз повторяюсь, не потерять вот этого момента. Ну и вот и в заключение, просто тот момент, когда вот сейчас мы в таком периоде живем, и очень важна съемочная работа. Это тоже ложится на плечи режиссера, потому что мы не только должны вот это сделать, да, вот есть хорошие были сегодня обрядовые вещи, но были неумение показать их. Поэтому в таком времени живем, мы все равно не должны потерять искусство, сцены, чтобы вот эту нить сейчас чтобы не разорвать, мы должны уметь сохранить, уметь показать свою работу. Это умение работать с камерами. Да, спасибо вам. Да, спасибо. Резик Федосович. Допустим, небольшой такой момент. У меня выступление я оставляю немножко позже, но пока, чтобы внимание ваше привлечь, хочу сказать, вот, допустим, дуванцы показывают. Они показывают, на печную лопату укладывают рюмку, затем перекладывают, наливают сюда напиток. Человек, который получает благопожелание, выпивает, снова обратно наливают туда и тут же закрывают и укладывают наоборот. И здесь напиток вместе со стаканом стоит. То есть это жест, древнейший жест при общении двух коллективов. Мы стали вместе, стали одни, стали другие. И принимаем ваши пожелания. Вот этот редчайший момент, он архаичный момент, он уловлен дуванцами и вынесен на сцену. Вынесен хорошо. Но жизненная свадьба – это не сценическая свадьба. Здесь на сцене то, что повторяется в жизни, не должно повторяться несколько раз. А тут вот этот обряд, пока все не выпили, там сват, свекровь, жених и другие, вот мы сидим, смотрим, когда же это закончится. То есть режиссерский
Этот обряд, этот жест можно один раз сделать, а завтра, далее уже вести. Вот о чем идет речь по поводу режиссуры. Спасибо вам, Ридик Фердаусович. Теперь мы снова делаем исторический экскурс и приглашаем на связь, нашего известнейшего историка, известнейшего ученого, руководителя проекта Безбашкурттар, руководителя проекта Хамидуллина Салавата Ишмухаметовича Хамидуллина, лауреата государственной премии имени Салавата Юлаева. И вы его очень хорошо знаете по телевизионным программам. Он очень нам известен своими выступлениями, очень глубокими исследованиями. И благодаря его руководству выходит многотомное издание о башкирах, о родах башкир. Спасибо, что вы присоединились. Салават Ишмухаметович, вы нас слышите? Я вас слышу, а вы меня как? Да, очень хорошо, пожалуйста. А я вас не очень. Ну ладно, главное, чтобы вы меня слушали. Да, совершенно. Здравствуйте, участники конференции. Вот, к сожалению, скажем, конференция ваша застала меня в пути, вот пришлось остановиться и выйти, так сказать, прямой эфир на ходу. Ну, что хотел сказать о нашем проекте по северо-западным башкирам. То есть, наверное, историю башкирских родов вы знаете, до этого мы выпускали. А сейчас как бы по районному принципу. И вот касательно Шаранского района, также у нас вышел справочник башкиры Шаранского района. Надеюсь, эти справочники до вас дошли? Дошли, да. Вот. Ага, вот. И, значит, серая такая книга. В общем, чем она отличается, скажем, от предыдущего проекта «История башкирских родов»? Здесь, во-первых, территориальный принцип дан. И, значит, когда в «Истории башкирских родов» этот проект был, это была, в общем-то, история родов мы касались. Вот. И не было возможности более полно рассмотреть структуру башкирского общества, дать такие, значит, объяснения таким, значит, социальным понятиям, как, значит, башкиры, то есть это этническое понятие, потом ведь это было уже в том 19 веке, в кантонный период управления, значит, было сконструировано, значит, башкирское служилое сословие уже в 19 веке. Сама структура башкирского общества, башкиры служилые, тарханы, допустим, да, ясашные башкиры и вот киптяри, да, это тоже одна из сословных категорий башкирского общества. И вот не было нигде, вот у нас в предыдущем проекте подробного объяснения. Здесь вот мы постарались дать уже на основе всех, так скажем, наработок, которые были там у Асфандиярова, у Рамиля Насиболовича Рахимова, других историков, и наши собственные наработки, которые, значит, мы на основе анализа большого корпуса источников там приводим. Также мы рассматриваем такую категорию, это, наверное, краеведы многие знают, которые сталкивались с метриками, и там находили такую категорию, как новобашкиры, да, то есть тоже даем объяснения и так далее. Вот, также дается объяснение, значит, происхождения Мишари и так далее. Вот. И, значит, что касается Шаранского района, как известно, на территории Шаранского района селения башкир, таких подразделений есть, как Елан, Кыргыз. И вот мы здесь вот объясняем, значит, потом также Манашевых, Тархан, башкирских Тарханов, Кипчакской области Манашевых. Вот это селение Тарханы основано, да. Потом есть очень интересное селение Тлявли. Рядом, значит, с Шараном тоже мы нашли уникальный документ о происхождении этого селения. Это оказались, значит, башкиры-еланцы, которые в свое время выезжали на житие-бытие, возможно, даже до еще до падения Казанского ханства, выезжали, значит, в Казанский уезд, жили в деревне Кугарчин, а потом, значит, в 17 веке вернулись, и вот там основатель этой деревни, башкирец Тлявлей Дасаев, как бы основал эту деревню. Ну и вот интересное тоже селение у нас, Чуваш Тамьянов, тоже, в общем-то, мы показываем, значит, происхождение этой деревни. Одним словом, я думаю, что для краеведов это
пособие, это, значит, справочка, он станет настольной книгой, поскольку вот, в краеведческих исследованиях мы видим много такой неразберихи там. Ну, краеведы, они не должны, собственно, знать, это ведь не профессиональные ученые, но поскольку они оперируют такими понятиями, как там вотчинник, башкир-вотчинник, там типтяри и так далее, то есть, и вот у них получается там неразбериха, то есть они иногда там пишут, что типтяри как национальность, или там, что типтяри вот это ставят знак равенства между типтярами и татарами, то есть, на самом деле это, конечно, не совсем так или совсем не так. И здесь вот мы, в общем-то, даем как бы пояснение. И я думаю, что, значит, краеведы должны внимательно изучить эту книгу, особенно вот эту статью, которая, вернее, первая глава, она называется «Этнические процессы на территории Башкирии» и так далее. Я думаю, что она будет очень им полезна. Спасибо за внимание. Спасибо, Салават Мухаммедович. Огромный вам Если спасибо. есть вопросы, готов ответить. Есть вопросы, коллеги? Все мы вам желаем белых дорог. Хайрлию, Салават Мухаммедович. Хорошо, что вы остановили машину и нашли возможность с нами связаться. Всех вам благ и здоровья вам желаем. Спасибо вам. Спасибо. Свадебный обряд. Сколько? 5 коллективов. Вот как. Ну, хорошо, давайте предоставим первые. Мы сейчас сделаем небольшой просмотр коллективов, их материалов, рекомендации внести. Пожалуйста, Арсений, мы предлагаем ансамбль. Первый ансамбль какой? Дуванский район. Это коллектив Эйлелер, руководитель Ренат Виишев. Насколько нам показалось, этот коллектив очень вдумчиво, с сознанием материала подошел к тому, что они изображают, что они показали на сцене. И это чувствуется. Вот это, да, ансамбль? Да. Так, пожалуйста. Атанан көрген от саққа. Сенен көрген май қапқа. Ер бала елдірәге. Қыз бала әсәдірәге. Малай яны ай. Қызықай тұлған ай. Малай батыр бұлауы, ұңған кияу бұлауы. Тұрмыш күткен шәк атай. Малайлықтан сығағын, ер егіткей бұлағын, құлағындағы хырға атайымның білегі. Ол да малай болғайды, құлақтарымды тішлеп, атын хырға тапқайды. Атай әсәй болышты, ғайна тұрып, тұрышты, енді келен күн етті. Келешкеткен қылуғына, қып бүрлер уақы етті. Бұны кеңе ұшын алып береді.
сказали, что айлинцы показывают свойственный именно этому роду обряды. Вот чем этот эпизод и чем этот ансамбль нам и понравился. Пожалуйста, дальше мы можем связаться. И дикция очень хороша у этих участников. Как вы поняли, каждое слово, каждое назидание, наставление хорошо слышно. Так, пожалуйста, я просто комментарий делаю. Мы смотрим, по-моему. Или дальше. Просто оставьте картину. А мы можем еще продолжить чуть-чуть или не надо? Давайте чуть-чуть продолжим. Вот Min kızga ak inay bulurman, kız yağından görermen, mala yağından haber verirmen. Көңіліңізден sıkkan kızlarga salavat köpülü bulurman. Yedi ırğı zatından, yedi tüstü paylarman, yedi duamdı okıp, yaman kızdan baklarman, yaman kızdan baklarman. Parhırgalar tapkanda kuldarınız saf bulun. Zina kılı yalğızlıktan dağalarım haklağın. Kırığa takkan kulaktarım uyalıp da tıralar. Hizden hırga tuyuğuzga şahit bulup kalabız. Eylekleri balalarga bileklerimizi birigin seneler tanıdırız. Спасибо. Пожалуйста, несколько слов об этом выступлении Ольгина Валитовна. Folklor ansamblyның типтеләр, шуныһы менән улар төпле итеп өйрәнгән. Ошо төбәккә хас, хатта уларда элек кышкы һәм дә милли көрәш булган. Сценарийда әйтәбез, кулланылышы уларның төптән өйрәнелгән һәм һәрга туендагы олы инәйдең уларга теләктәре бик матур. Кирәк әйтелгән теләктәрдән тора. Он берет за руки молодых и говорит наставление. Она говорит наставление не только этим молодым, но и всем молодым сейчас живущим, ныне живущим. И вас любодеяние от неверности из... Это вот мощный, энергоинформационный, я скажу, идеологический центр вот этого зрелища, какое сделали айлинцы. Огромное вам спасибо. Следующий ансамбль, пожалуйста, какой? Шаранский район, пожалуйста. К слову, он в своем восхищении сказал, когда выступал, он удивлялся открытости людей вот шаранской земли. Есть же у башкир понятие «куңели шаран яра асык». Знаете, есть такое понятие? «Куңели юрегі шаран яра асык». То есть открытость сердца этимологизируется и объясняется башкирским словом «шаран». Шаран, открытый, чистый. И действительно, этот народ учится чистоте, и это даже пример, пожалуйста, мы предоставляем вам слово, шаранцы. Открытые, чистые люди с душой. А нет? Ссылку на видео оставим в группе, чтобы участники зрители могли посмотреть. Сейчас, к сожалению, архив не получается. Мы просим прощения за технические недочеты. Программа шаранцев уже внесена в другую программу, но кто желает смотреть, как мы поняли, на сайте могут найти материал. Да, ведь? Пожалуйста, следующий тогда ансамбль, какой вы нам предложите, Арсений.
seskehine has. Ay balas 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 bulur seskehine has. Bir de balas huğalar mı bir de balas huğalar. Bilekleri yanıp dura huğusu ıstabulas. Bana bir ne edir? Bismillah. Qaran көз qırğa githin, qara hüz hulğa githin. Beleşin iyice. İlsur, yulahı şolay, ikinci bölmege sık. İlsur, sen Gülüzer'ne katınlık kalırga rizahın mı? Hayır, rizahım. Gülüzer, sen İlsur'ga kevge sığırga rizahın mı? Rizahım. Ular rizalar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. İyiye sakrabıt. Спасибо большое давлекановцам. Это деревня Япарова. Очень колоритные, очень интересные традиции есть в этой деревне. Но они преподнесли материал богато, грамотно и сознанием дела. Естественно, и операторская хорошая работа. Естественно, это хорошо отличается по многим параметрам и стилям от сценического воплощения. Фильм это другие параметры, но здесь интересно применены архаичные обряды, вот, допустим, эпизоды, как невеста ломают здесь обновление статуса. Женщина уходит из этого мира, социально умирает для этого рода и уезжает в другой мир. Тоже так же Минин Касян, которым я комментировала, что зачем истоки этого обряда. Битие. Так что давлекановцы, огромное вам спасибо. Арсений, пожалуйста, следующий ансамбль. Мне кажется, и слушателям, и гораздо полезнее, когда на таком материале работать и говорить, да, ведь какие-то конкретные рекомендации. Да, пожалуйста. Sen
kızlar, aşağılamamız indi. Biz vaqtlı şagana keldik. Başını bizga degan bulbul, mundadir deyip bildi. Bilesekim kelgen sayin, ne işkesin biz yol berek. Балаларға деген басыныңызны көрейік. Да, небольшие комментарии. Мы уже говорили, всех нас очень радует и всем нам импонирует участие молодежи в ансамблях. А здесь вот воочию видно, они не только участвуют, они выполняют определенные функции. И вот это состязание, поэтическое состязание в воспитательном плане, в развитии языка, он будет участвовать с взрослыми. Он уже теряет чувство страха, он приобретает уверенность. Здесь мы уловили вот этот эпизод. Наши рекомендации. Шуаршау над невестой должен быть всегда красным. Красное платье, красный кошмал невесты. Она никогда не должна никому, это неофит. Вот я уже сказала, цветовое означение какое должно быть. А шаршау над ней обязательно должен быть с орнаментами, вот, которыми перед цветы, цвет свежей крови, не детей и коллеги, дорогие, к сожалению, минусовые оценки. Поймите, пожалуйста, раз и навсегда. И в отношении песнопения, в отношении других моментов. Мы выбрали 5 коллективов, по-моему, сейчас мы завершаем уже. Но если есть, коллеги, какие-то замечания или напутствующие какие-то пожелания, пожалуйста. Да, я вот тоже хотела именно Магнитогорскому нашему ансамблю фольклорному пожелать. У них вроде все есть, у них вот кошмал. И вот когда на сцену они выходят, почему вот включают дискотечную вот светомузыку, вот этнографические костюмы должны. Жюри филиала, рождение невесты в дом, обряд во всех типах свадеб. И как? Да, пожалуйста, пожалуйста. Ну, я очень это была такой работы, которые представлены не работы. Спасибо Стан, потому что историко-культурные центры, они каждый день в своей работе мы сталкиваемся именно есть такой район в Удмуртской республике. Я вот обращалась сейчас к Идану Альфировичу, и когда Дальгина район, у меня сразу как бы ассоциация с Шарканским районом, который в Удмуртской республике. Это родина Толбабая, Деда Мороза. Вы можете вам подарить такой подарок от себя лично. В прошлом году вышла моя первая книга стихов, и к стихам тепло Топишнинского района передала. Пусть расстояние никогда не будет таким далеким. Вот. Гульгина Валитовна, спасибо огромное, что вы пригласили меня, и очень приятно участвовать в хотелках, которые мы проводишь. Такой удмурт произошел в моей семье, когда женился наш старший сын Влас. Пожалуйста, вашему вниманию всем. Вот так. У нас практически все уже получается. Практическая работа. Да. Трогательный момент, потому что семья как бы готовится заранее.
Затем, после того, как попробовали молитвенную кашу, все дружно и весело идем к роднику за водой. А Лиш идет впереди, а за ней невеста с женихом. Это очень веселый и задорный момент, но и в то же время очень много философии, потому что жизнь должна быть чистой, как родниковая вода, и эту воду потом все пробуем, все родственники, все гости, которые собрались на этот обряд. И обязательно братишка старшего сына, мальчик, должен поливать, немножко сполоснуть ножку невестки. И он спрашивает, что ты мне подаришь за это? А она обещает какой-то подарок. Когда идем домой, плещемся водой. То есть все обливаются, всех, кого видим на улице. Или кто-то тайком прячется, где-то поливает. То есть никто сухим не должен прийти. Все должны быть мокрыми. Это очень весело, смешно, интересно, такой вот своеобразный игровой момент. Вот подарили. Спасибо большое, Спасибо большое, Ирина Николаевна. Счастья вашему сыну в семье. И очень хорошо, что семья придерживается традиций и основывается на традициях. Еще одно сообщение у нас остается, и мое будет заключать значение и особые свои функции. Марсель Мударисович хочет сказать о платке никах яулығы, несколько слов, которые его... Құрметті достар, Марый, татар йолаларында шулық башқұрт йолалары кеуіп, біздің қатын қыздарыбызға ғана бәйлі йолалар бар. Һәм әлбетте осы халқыбызда, башқұрт халқында бигерәк да йолалар біздің ол никах болса, қалым алған вақытта болса, һәм қызды ағағы одатқан айтып кетті бетінде қызыл яулы біздің халқыбыздың иманын сақлар әйбердер. Һәм бик қадірлі болып тұрған ол біз. Никах яулығы яшәргә хақы болмаған. Һәм әлбетте, ошы никах яулығын алдырғандан соң ол қайтырға мәжбүр болған. Шуңа күрә біздің қатын қыздар иман барымыздың да яулық яулығын тіләр. На самом деле красные платки, кавалерийская дивизия, скажем, но не все привезли, и все захотели украшать себя красным платком. Потом уже в 1834 году только такие удальцы-купцы, или иная культура, чуждая какой-то степени, она когда органично входит в мир того или иного этноса и принимается этим населением, что они стали символами радости, потому что привезли эти... И заключительное слово хочу сказать. Это строительство нового укрепления его в большому счету. Но с обрядами. Женщина не имела питания, не готовила сундук. Или же, придя в дом жениха и этого дома, в родника, если пока не родит ребенка этому роду. В Минском роду был такой обычай, не родила сына, пока этому сыну не исполнилось 3 годика, ей не давали права получать и прорубать проекции. Реально, башкиры всегда устроительное пространство чужеродством. А если чужеродцы и просили, то они должны были научиться обрядам этой земли, языку этой земли, уважать традиции аксакалов и уметь им кланяться, уметь им здороваться с ними, с башкирами, аксакалами. Если этого не было, они объявлялись как хэтяу. Но это я не хочу переводить. То есть не будьте хэтяу в этой земле, и пришлые, и те, которые переселились на эту благодатную башкирскую землю. Этот человек, который пришел на эту землю благодатную, должен наступать с правой ноги с благословлением и благословлять всех людей, которые здесь проживают, и учить, почитать традиции. И без свадебного обряда, без того, как человек проходил эти обряды, его свадьба, его мир другой не построен.
Вот эта свадьба, она астрально строит невидимыми нитями вот эту основу нового дома, новой семьи. И потому вот это вот сегодня и потому и проводили эти обряды многочисленнейшие, сватовство, потом приезд со стороны жениха, невесты и осматривают дом жениха. Это еще один туй. Потом проводят коняш-туй, потом проводят малый коняш-туй, потом едут смотреть скотину, а потом приезжают, начинается халым-туй, потом никах-туй. На халым-туй обязательно 3-4 дня, 7 дней гуляний, это обязательно. И каждый день обозначен был своими обрядами. Первый же день, допустим, ночные собирания, ночные хождения по дому и собирание гостинцев. И собирают гостинцы, поют песни, собираются в каком-нибудь доме родственника уже, не у главного свата, и проводят целую ночь веселья. Веселье, приговоры, состязания и так далее. И так каждый день. Понимание такого, как пьянка, разгуляйка, неуважения там не было. Благопожелание невесте. Затем хождение за водой, причем участвуют и мужчины. При хождении к воде мужчины не участвуют. Никогда его там и не должно быть. Также бросают в воду бумажные деньги. Это тоже выдумки и профанации, на мой взгляд, чистейшего обряда прикосновения к воде чужеродных деньги. И выделить и узловой момент мужа первым делом. И прикасается лбом 3 раза к печи. Что это означает? Я поклоняюсь огню этого дома. Ашау эсеумде берет торговых моментов, семантика, функции, традиции. Там многие люди уже находят на очень многие вопросы и ответы. Там, начиная от шаманизма, заканчивая в издательстве грубые ошибки совершаются, когда просто так безритуально касаются мужчины. Но эйдейнде, шулайтинде, в таком бытовом плане. Вот эти вещи в русских свадьбах и в чувашских повторяются. И множество таких моментов. Но про одежды, костюмы я уже только немного сказала. И про танцы единственно могу сказать, на золотике я приобщаюсь к новому оплачиваем. Это не купля-продажа, ничего с этим не имеет. Это манера общения, приобщения культур. И вот из очень ярких сюжетов я могу вам предложить прятание невесты и поиски. Хлестание кнутом гоняет гостей. А гафурийские, минские башкиры обязательно буряна туртелер, бревном башкиры, там у них танцует аю, переодевается наизнанку шубу и давай кнутом хлестать. Ак майдаша бүттігіт, гарығында бүттігіт, инді қайтып кетігіт. То есть хлещет только так. Для того, чтобы кнут не попался, вот на этот кнут привязывают или монеты, или же на пояс этого... на пояс этого аюбиюэ, кутусе его называли, кутусе, заворачивают 10, 100 рублей, денежки, бумаг, книжки, говорю, как ученые, полотенца и так далее. Эйда бар алып кильтага, то есть на эти деньги якобы снова выходит очередной суд. Это уже называется хуш-ите, то есть прощальный суд. Но теперь уж, дорогие мои, вы должны вообще скушать и покидать. Почему? Ни этикетности, ни гостеприимству или же не дружелюбию этот ритуал никакого отношения не имеет. Этот ритуал имеет отношение к изгнанию тех нечистых сил, которые могли образоваться в этом окружении. Благопожелания их якобы выгоняют. Таким образом, они обманывают дурные силы. Ага, оказывается, они им нелюбимы. Кнута всегда шартлату, Риф Фатыкович, мастер хлестания кнута, он знает, как это изгоняет нечистые силы. И это идеально хлещет. То есть вот это похлещет и очистится ее. Или же можно
эпизод сундука, дуги, эпизоды их проводов, сватов в свадебный Мунса, Киев Мунсагна, эпизод встречи из Мунса, эпизоды тех, кто не может уже есть эту пищу, выкупают у человека: на, ешь, пожалуйста, я тебе деньги заплачу. И потому что пища не должна оставаться. Я же говорю, около 72 эпизодов, которые можно поставить только в свадебном обряде. И причем окружить сюжетом, не обязательно показывать. Очень много сейчас монтажности, шоу и так далее. Вот выстраиваются и повторяют, выстраиваются и кричат. Пожалуйста, я вас очень прошу, верните естественность свадебного обряда, проживайте, творите добро. Всех вам благ, открытых дорог. И пусть мы, наши любимые, нас любят. Пусть наши дети думают позитивно. Будем любить, будем радовать друг друга и не жалеть теплых слов друг другу. Шуға зур рәхмәт сезгә барыгызга ла. Түңәрәк өстәлдә катнашучы барыгызга ла зур рәхмәт. Хәзер безнең вакыт буенча бүләкләү өлеше лә итте. Шунлыктан без хәзер түңәрәк өстәлдә түңәрәкләйбез дип әйтергә. Шуңа хәзер Марс мөдәррисе эшләргә һүз. Хөрмәтле дуслар, кадерле фестивальдә катнашкан берничә минуттан без бар
Туй юлаһы фестиваленең бүләкләү өлешенә ошондай пандемия районы хакимияте менән зур рәхмәтебезне әйтәбез. Алар ошо юла буенда безнең залда катнашучылар бер-икәүһе бар, шуңа без иң тәүдә улардан бүләкләүдә башлар инек. Әйдәгез бүләкләү өчен Разалия апай рәхмәт сүзләрен еткерер өчен һезне сакырабыз. Рәхмәт. Әлбиттә, был рәхмәттәргә мин кушылам. Юма көнендә тагыла бик матур изге эш эшләнде. Һәм карап торам да мына һәрбер эштең уң итүсе ул шәхес йөрергә тиеш, башында йөрергә тиеш һәм бернинди авырлыктан куркмаска тиеш. Иң тәүдә мин барыбер күңелем буенча мин мына ошо проекттың авторы һәм ошо авторды, ошо проектты уңышлы алып барусы Гөлгенә Вәлит кызы Баймырзинага айрым рәхмәттәрне, айрым фатихаларны әйтер инем. Әлеге теге өстәл артында семинар вакытында нисектер ошлай буталсыбрак киттек тә, мин онда әйтә алмадым, өлгермәдем. Әмма Шарандың җитәкчесе лә һәм калган администрация кешеләре лә аңлагандыр уның җитәкче икәнен һәм проекттың җитәкче икәнен аңлагандардыр һәм уга рәхмәтләре яуыр дигән теләктә каламын. Изге ак юллар үзеңә Гөлгенә тагылай. Рәхмәт сезгә, бик матур эш булган, бик матур эш булган. Рәхмәт. Әйдә, караек моны. Специаль алдым. Төшердем. Сыкмай торыгыз хәзер өчен. Әйе. Такое же благодарственное письмо вручается за большой творческий вклад. Пожалуйста, анализе хакында. Сәхнә түренә сакырабыз. Бүләкләп китә, бүләктәр алгандары. Шулай итеп, Шаран районы. Шаран районының башкорт халык көрәкләр ансамбле. Нагыштар. Дипломант Шаран йөрі мына ошо ердә бездә Рауфа Харисовна мына әле дипломант булды. Ул лауреат кебек дипломант исеменә лаеклындай. Дубравушка. Ижады үзәгенән. Область. Фольклорный эстрадный ансамбль Табын, Архангельский район. Башкирский народный фольклорный ансамбль Янтияк, Куйыргазинский район. Народный татарский фольклорный ансамбль Наурuz, Татышлинский район. Мин мына ошо урында тиз генә һезгә күрәтеп үтәбез. Туй юлаһы булгас, юла буенча бында Кашык юлаһын Башкирский фольклор. Хандык бар. Һәм дә ошондай әйтергә кирәк. Әгәр күрәтеп үтәбез. Ошондай һавыт-һабалар Агыйдел предприятиеһендә эшләнгән милли биҙәктәр һалынган һавыт-һабалар менән бүләкләнәләр. Фольклорный коллектив Исоновна, Дувановский район. Ансамбль Кудесницы, Альшеевский район. Семейный этнофольклорный ансамбль Танып Турсем, Краснокам. Народный фольклор город Уфа. Статус — это новый живительный документ. Мерчен, Бишбулякский район. Всем большое спасибо. Пусть наши свадьбы будут впереди, и они будут проводиться будут уже вместе на одних площадях. Валия, Арсений, идемте. Редик, очень хороший реквизит, атрибут. Давайте, без атрибута нельзя, давайте. Микрофон можно вот класс. Вот, давай. Айда, извини. Айда. Секунду. Все, я выключаю. Вот так. Поехали.